Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы захватят мой канал. Беременная женщина вся в крови рожает ребенка. Она дрожит, потому что заметила, что ее уже укусил зомби. За ней стоит целая толпа зомби. Она отрывает кусок ткани и зажимает его зубами, чтобы не шуметь. Вдруг ее зрачки расширяются, руки покрываются огромными когтями, а изо рта начинают расти зубы. Снаружи уже полно зомби. Кто-то кричит, кто-то убегает, а кого-то разрывают на части. В газете пишут, что это все из-за зомби-вируса, который превращает людей в монстров. Половина мира захвачена зомби. Каждый день все больше людей погибает от рук зомби и превращается в одного из них. Прошло 7 лет. Ребенок, родившийся в разгар этого хаоса, вырос нормальным человеком. Но его мать из-за вируса превратилась в кровожадного монстра. Дочь каждый день живет в страхе, прячась в своем доме, потому что ее часто преследует мать-зомби. И вот она снова прячется, но мать находит ее по запаху. Она открывает рот, готовая укусить. Дочь не может убежать, потому что мать крепко держит ее, и тогда она кусает ее. Дочь кричит, но оказывается, что мать просто играет с ней. Она действительно играла с ней в прятки. Хоть ее мать и превратилась в зомби, в ней все еще осталось что-то человеческое. И все из-за ее дочери по имени Чак-Бач. Она очень любила Чак-Бач. Например, когда Чак-Бах хотел выйти на улицу, мама всегда говорила «нет», даже если Чак-Бах очень просил. Это потому, что снаружи было много зомби, и мама хотела защитить его. Чтобы убедиться, что Блессинг останется дома, мама смотрела на него очень строго. Хотя мама не могла говорить, она писала на руке, чтобы показать, что волнуется за него. В этот раз, когда мама собиралась выйти, Блессинг попросила ее вернуться домой поскорее, потому что на улице опасно. Мама улыбнулась, но как только она вышла из дома, то встретила монстра с длинной шеей. В следующее мгновение его длинный язык метнулся прямо к ней. Она быстро увернулась, и из ее затылка медленно вылез шип. Она быстро напала на монстра. В мгновение ока она пронзила его толстую кожу, и он задрожал, не сопротивляясь. Монстр тяжело рухнул на землю, полностью потеряв сознание. Глядя на него, она почувствовала голод и немного сглотнула слюну. Но она поняла, что монстр на вкус отвратительный. Несмотря на голод, она смогла съесть совсем немного. Пока она ела, она услышала за спиной выстрелы. Двое людей стреляли в группу зомби, которые приближались к ним. Эти монстры, казалось, боялись света. Когда мужчина направил на них фонарик, они тут же застыли. Но количество приближающихся монстров увеличивалось, и ситуация становилась критической. Женщина наблюдала за ними и думала, как могли здесь оказаться выжившие в такое время. Разве они не понимают, что слабый свет и стрельба только разозлят монстров еще больше? Но ей было все равно, живы они или мертвы. Вдруг она заметила что-то знакомое в рюкзаке длинноволосого мужчины. Она бросилась к нему. Длинноволосый мужчина понял, что она может быть опасна, и включил фонарик, направив его на женщину. Но она двигалась очень быстро и ударила мужчину с длинными волосами ногой. Он упал, и, увидев это, его друг велел женщине отойти в сторону, держа в дрожащей руке пистолет. Он не понимал, что это разозлит женщину. Но она не причинила ему вреда, а просто забрала рюкзак и ушла. После того, как женщина ушла, длинноволосый мужчина испугался, что зомби приближаются. Но вдруг они остановились. Мужчина удивленно улыбнулся и подумал, что, возможно, он как-то защищен от зомби. Но как только он решил, что в безопасности, ему на голову упали несколько капель воды, и он понял, что это монстр, который хочет его сожрать. Теперь мы встречаем человека по имени Гамдал, который потерял свое оружие. К тому же у него украли рюкзак. В руках у него был только камень, и он не знал, сколько еще сможет продержаться. Но когда он уже был готов сдаться, он услышал приближающиеся шаги. В следующее мгновение ему в шею вонзилась острая игла. Присмотревшись, он увидел, что это была его жена. Она зарычала на него и уставилась на его лицо. После мутации она его не узнавала. Но, похоже, она что-то вспомнила. Мужчина уже думал, что жена его убьет, но она удивила его, обняв. И в ее рюкзаке был его украденный рюкзак. После недолгого отдыха они были готовы отправиться домой, но путь преграждают зомби. В воспоминаниях 7-летней давности мы видим Гамдала с рюкзаком, который осторожно ищет еду, опасаясь нападения монстров, если зайдет глубже. У него есть фонарик и пистолет для защиты, и он решает идти дальше, несмотря на страх. Продвигаясь дальше, он находит тело мертвого монстра, вероятно, убитого другим монстром. Он чувствует, что в соседней комнате есть еще один монстр, но решает вернуться. Однако его любопытство берет верх, когда он слышит детский плач из той комнаты и подходит туда. Внезапно к его горлу прижимается острая игла. Присмотревшись, он видит окровавленного монстра. Он понимает, что это женщина, которая кормит
грудью. И мы узнаем, что это та самая женщина, которая в начале истории с трудом родила ребенка. Так женщина встретила своего мужа. Вернувшись в настоящее, Гамдал и его жена-зомби идут домой, и она использует шипы на голове, чтобы отпугивать монстров на своем пути. Пара вынуждена спасаться от приближающихся зомби, и они спешат по узкому коридору. Гамдал использует фонарик, чтобы временно отпугнуть монстров. Внезапно они оказываются в тупике. Перед ними возвышается высокий разрушенный небоскреб. Фонарик, который был у них, только что перестал работать. Монстры приближались все ближе и ближе, и им нужно было от них избавиться. Мужчина поднял пистолет, чтобы сражаться с монстрами вместе с женой, но в мгновение ока что-то неожиданно схватило его. Женщина увидела это и не обратила внимания на зомби перед собой. Чтобы спасти мужа, она крепко ухватилась за медведя и вцепилась в стальные прутья здания. Но существо, которое тащило мужчину, было слишком сильным, и он боялся, что его ногу оторвут. Когда кукла Гам посмотрела вниз, он весь вспотел от страха. Гигантский монстр тянул его за ногу щупальцами и не отпускал. Монстр не мог устоять перед соблазном и облизывался, глядя на еду перед собой. Но кукла Гам наверху закричала от страха, когда щупальца вокруг его ног сжались. К женщине приближались другие монстры-зомби. Двое людей, державшихся за руки, начали дрожать. Если так будет продолжаться, они точно погибнут здесь. Внезапно женщина разжала пальцы, державшие стальной прут. Монстр внизу быстро потянул их вниз. Кукла Гам растерялась, но женщина странно улыбнулась. Монстр внизу продолжал облизываться. Теперь они были ближе к пасти монстра. Когда казалось, что монстр вот-вот их съест, женщина быстро воткнула острую иглу в монстра наверху. Это потянуло одного из зомби вниз, и она быстро швырнула его в голову гигантского монстра внизу. Затем она воткнула острую иглу в язык монстра, который был привязан к ногам ее мужа. Почувствовав боль, монстр отпустил их. Увидев это, женщина почувствовала огромное облегчение. Они решили разобраться с другими монстрами, когда приземлятся. Но вдруг муж крепко схватил ее, и она обрадовалась. Чуть позже они оба тяжело упали на голову монстра, что удивило стоявших там зомби. Они отскочили и некоторое время катались по земле. Мужчина быстро встал, подхватил жену и побежал, не останавливаясь. Злобные монстры наблюдали, как убегает их добыча. Пара обсуждала свои травмы, пока бежала, и радовалась, что никто из них не пострадал. Пока женщина думала о своем добром муже, острый рог монстра внезапно пронзил ее тело. Кукла Гом увидел это и закричал: «Милая, ты в порядке?» Когда он обернулся, то увидел, что на его жену напал тот же монстр, с которым они столкнулись раньше. Монстр пускал слюни и, казалось, был голоден. Но монстр не знал, что женщина, которая претерпела странные изменения, стала сильной. Рана, нанесенная монстром, была для нее всего лишь царапиной. Но зомби позади нее продолжали нападать и преследовать. Пока мужчина рылся в своей сумке, а зомби продолжали атаковать, женщина, превозмогая боль, быстро воспользовалась иглой и уничтожила нескольких монстров, которые приближались к ней. Наконец, кукла Гом нашел то, что искал, и бросил это в сторону зомби. Внезапно материализовалась граната, и прежде чем зомби успели что-то сделать, она взорвалась и уничтожила их. Медведь использовал еще несколько гранат, чтобы избавиться от остальных. Все зомби, которые преследовали их, были мгновенно уничтожены. Только один зомби с ранами на руках еще сопротивлялся. Но огромный монстр все еще был позади них, и у медведя осталась только одна граната. Его жена попросила отдать ее ей. Она быстро побежала вперед с гранатой в руке. Монстр увидел ее и протянул к ним руку. Почувствовав опасность, медведь велел жене увернуться, а сам быстро упал на землю. Но женщина не стала уворачиваться, а повернулась к монстру лицом. Гоумдол был в ярости и закричал на свою жену: «Что ты делаешь? Ты же не попадешь в него с такого расстояния». Но через секунду женщина сняла гранату с предохранителя, а Гоумдол в ужасе наблюдал за ней. Затем она бросила гранату в воздух и с силой швырнула ее в монстра. Монстр растерялся, когда увидел летящую гранату, но в следующее мгновение она попала ему в пасть. Не успев среагировать, его голова взорвалась. Женщина благополучно приземлилась и с вызовом показала пальцем на поверженного монстра. Увидев ее смелый и умный поступок, ее муж сказал: «Молодец, это моя жена». Он с улыбкой подбежал к ней. Теперь они оба бежали, чтобы не столкнуться с другими зомби. Добравшись до безопасного места, Гоумдол попросил жену поднять одежду, чтобы осмотреть рану, потому что он беспокоился за нее. Но рана, нанесенная монстром, уже зажила, и мужчина успокоился, что его жена больше не в опасности. Наконец они добрались до двери своего дома, где их ждала дочь. Гоумдол позвал ее. Услышав голос отца, она бросилась к нему, обняла и потерлась щекой о его щеку. Она также показала ему свою домашнюю работу. Ее отец был очень горд и счастлив, поэтому подарил ей купленные для нее подарки. Он даже дал ей шоколадку, ее любимое лакомство. Она улыбнулась и сказала: «Ты самый лучший папа». Женщина с радостью смотрела на свою семью. Несмотря на усталость, она чувствовала себя сильной. Она пообещала всегда защищать свою семью и с радостью обнимать их. В мире полном зомби они втроем создали счастливую семью. У этого мужчины была не только умная жена, но и прекрасная дочь. В это время за дверью стояла незнакомка. Они ужинали, а их дочь с удовольствием ела.
Она предложила папе кусочек, и он с радостью согласился. Но когда она предложила кусочек маме, та отказалась. Папа объяснил, что мама уже наелась. Это удивило дочь, ведь она никогда раньше не видела, чтобы мама ела. Хотя мама не могла говорить, она всегда записывала свои мысли. Она хотела, чтобы дочь хорошо питалась и росла здоровой. Дочь часто думала о том, что ест мама. Чтобы узнать, она предложила маме самое вкусное печенье. Сначала мама засомневалась и сказала, что не может есть такие вещи. Но увидев невинное и очаровательное выражение лица дочери, она осторожно взяла кусочек. Увидев это, дочь забрала печенье и, улыбнувшись, отломила маленький кусочек и протянула маме. Дочь была удивлена, когда мама посмотрела на нее беспомощным взглядом. Папа подошел и попросил ее поделиться с ним. Вместо того, чтобы поделиться, она быстро сунула печенье в рот. Она подумала, что мама, возможно, сможет есть и другие вещи. Она принесла ей лапшу, а потом немного сахара, который обычно ела блаженство. Мама, казалось, была обеспокоена всей этой суетой и вдруг неожиданно зарычала. Эта пугающая сцена заставила дочь расплакаться. Ей стало жаль маму, когда она увидела ее расстроенное лицо. Но как только мама собиралась сказать правду и перестать скрывать, что-то изменилось. Зрачки мамы расширились. У дочери пошла кровь из носа, и она не понимала, что происходит с ее мамой. Внезапно увидев кровь, мама превратилась в кровожадного монстра, и казалось, что она может навредить своей дочери. Но прежде чем что-то случилось, мама быстро открыла дверь и выбежала на улицу. Услышав шум, отец поспешил проверить, что с дочерью. Увидев, что у дочери идет кровь из носа, он понял, что могло произойти. В этот момент женщина вышла на улицу и случайно встретила другую страшную женщину. Как только та улыбнулась и повернулась к ней, рука женщины прошла сквозь тело незнакомки. Затем она острыми ногтями разорвала ее на части и съела по кусочку. Она делала это, наслаждаясь вкусной едой и думая о том, как защитить свою дочь. В голове у нее крутились мысли: «Я не могу съесть свою семью. Мне нужно проснуться». Но вкус был таким сладким и манящим. Мысли о детской коже и плоти пробуждают во мне голод. Борясь с этими мыслями, женщина запрокинула голову и издала шипящий звук, который разнесся по воздуху. Прошло немного времени. Мама вернулась домой и легла в постель рядом со своей семьей. Глядя на спящую дочь, она подумала: «Я и не думала, что запах детской крови будет так привлекать меня. Мне нужно быть внимательной и осторожной, особенно рядом с монстрами, чтобы защитить свою семью». На следующее утро отец ушел за продуктами и напомнил дочери, чтобы она не будила маму. Взяв рюкзак, он вышел из дома. Глядя ему вслед, дочь улыбнулась, потому что знала, что сможет незаметно выйти, пока мама спит. Вскоре она собралась и вышла на улицу. Напевая песенку, она шла по улице, полной зомби, и искала полезные вещи среди развалин. Она увидела мужчину и женщину, которые шли по улице. Потом она начала рисовать на камнях веселые рожицы, используя краски. Затем она поспешила домой, чтобы найти еду и вещи, которые могли бы ей пригодиться. Копая землю, она нашла несколько конфет. Это ее обрадовало. Она представила, как обрадуются и как будут гордиться ее родители, когда она угостит их конфетами. Присутствие зомби поблизости ее не беспокоило. Она не боялась, что они могут причинить ей вред. Теперь, с радостью в сердце, она поспешила домой, крепко сжимая конфеты в руке. Тем временем мужчина и женщина заметили девочку, которая шла одна, и подумали, что если они ее поймают, то смогут получить много денег и припасов. Недолго думая, они побежали за девочкой. Вскоре они увидели, как она сворачивает за угол. Женщина заметила это и тут же замахнулась на нее бейсбольной битой. Вдруг кто-то появился позади ее спутника и напал на него с топором. Женщина остановилась, услышав звук, и обернулась. Ее спутник уже лежал на земле. За ним стоял седовласый человек с топором. Ее спутник был тяжело ранен и пытался сказать ей, чтобы она убегала, но не мог произнести ни слова. Женщина была озадачена. Она спросила седовласого человека, кто он такой, но вместо ответа он подошел к ней. Женщина беззаботно улыбнулась и сказала: «У тебя страшные глаза. Я боюсь, что ты меня убьешь. Ты хранитель этого ребенка, но я еще ничего не сделала». С этими словами она замахнулась на своего противника бейсбольной битой. В этот момент седовласая женщина чувствует, что что-то не так. Но обернувшись, она понимает, что мужчина, который только что упал на землю, исчез. Видимо, пока она разговаривала, мужчина пошел за девочкой. Женщина замахивается бейсбольной битой. В одно мгновение она перерубает ей шею, и голова слетает с тела. Все происходит очень быстро. Девочка, дрожа от страха, прячется в углу. Внезапно она слышит знакомый голос и оборачивается. За ней стоит седовласая женщина. Это ее сестра Хира. Хира собирается спросить, как она здесь оказалась, но ни одна из них не замечает, как к девочке медленно тянется рука монстра. В следующее мгновение монстр агрессивно открывает окровавленную пасть и бросается на нее. Но Хира замахивается топором и бьет монстра по голове, отчего тот тяжело падает на землю. После недолгой борьбы монстр прячет голову в руку. Девочка не может поверить своим глазам. Хира, похоже, привыкла к этому. Она спрашивает девочку, почему та одна и где ее родители. Но девочка не слушает Хиру, она смотрит на жуткую руку монстра.
Хира пытается привести ее в чувство. Девочка молча обещает больше никогда не выходить из дома без родителей. Но Хира продолжает говорить, настаивая на том, что она должна прислушаться к ее словам. Видя, что девочка молчит, Хира говорит: «Я выросла. Я могу выйти на улицу как взрослый». Услышав это, сестра строго посмотрела на нее, и девочка на мгновение похолодела от страха. Но потом сестра передумала, увидев, как девочка расстроилась. Она сказала: «Ладно, ты уже взрослая. Я отведу тебя туда, куда ходят взрослые». Услышав это, девочка широко улыбнулась, и в ее глазах заблестели огоньки. Она взяла сестру за руку, и они пошли туда. Они добрались до места, о котором говорила сестра, но там было темно и неприятно пахло. Девочка сказала, что хочет домой, и позвала сестру, но в ответ услышала только эхо. Из темноты донесся голос сестры: «Ты же хотела сюда прийти, да? Ты уже взрослая, чего же ты боишься? Монстры любят темные места, но взрослые приходят сюда, потому что знают, что здесь можно найти то, что нужно, даже если это опасно». Девочка пыталась найти сестру в темноте и поскользнулась, коснувшись чего-то липкого. Фу, это была кровь. Она испугалась и поползла вперед, извиняясь и больше не желая быть взрослой. «Пожалуйста, отведи меня домой», — со слезами на глазах умоляла девочка. Но сестра просто смотрела на нее из темноты. Девочка смотрела вперед и не могла перестать плакать. Ей казалось, что она видит своих родителей, которые рисковали жизнью, чтобы добыть припасы в таких местах, как это. Теперь она все поняла. Он подошел ближе и сказал: «Здесь темно и воняет, и ты хочешь домой. Взрослые приходят сюда, даже если это трудно». Девочка заплакала и сказала: «Взрослые тоже могут бояться. Но у них нет другого выбора, кроме как приходить сюда, чтобы выжить. Я больше не буду убегать». Пока она говорила, сестра Хира протянула руку к девочке и сказала: «Пойдем домой». И они ушли оттуда. По дороге девочка думала, что только что видела кровь монстра. Но она не могла понять, почему раньше не видела никаких монстров. Сестра Хира сказала, что монстры спали, но Хира уже победила их до того, как девочка их увидела. Их головы были отрублены и сложены в кучу. Это случилось в один снежный день, когда было очень холодно. В жутком месте маленькая девочка искала еду в мусорных баках. Вокруг нее были зомби, но она не боялась, потому что ее родители были рядом. Ее мама была вроде как главной среди зомби в этом районе. Вдруг что-то странное привлекло ее внимание. Она подошла ближе и поняла, что это человек. У него были белые волосы и грязное лицо, но девочке было любопытно. Она подошла и спросила, все ли с ним в порядке. Человек серьезно прошептал, чтобы она ушла. Девочка испугалась серьезного вида человека. Хотя она была еще ребенком, она не совсем понимала, что он говорит. Человек отвернулся и сказал, чтобы она оставила его в покое и нашла своих родителей. Девочка увидела замерзшие руки человека и попыталась согреть их своими маленькими ручками. Она подула на них, чтобы согреть. Но человек не понял и продолжал говорить, чтобы она перестала. Внезапно другая рука человека быстро потянулась к девочке. В следующее мгновение человек стал тереть ее теплое лицо своей холодной рукой. Так девочка и сестра Хира впервые встретились. Воспоминания об этом разбудили ее от сна. Вчера девочку спасли от каких-то плохих парней, и сестра посоветовала ей не ходить одной, пока она не вернется домой. Но когда она открыла дверь, то увидела что-то странное, ее палец был немного фиолетовым. Она посмотрела на него и задумалась, почему так. Когда родители узнали об этом, они поспешили в старую больницу за лекарством. Ее палец был отравлен зомби, и им нужно было лекарство, чтобы она не превратилась в зомби. Хотя было еще светло, снаружи было много зомби. Но родители волновались и все равно пошли искать лекарство. Мама очень переживала, у нее тряслись руки, и она сильно вспотела. Она чувствовала себя виноватой, что девочка заснула и мама ушла. Она винила себя и очень переживала. Медведь сказал ей, что не нужно себя винить. Он сказал, что чувство вины не поможет девочке поправиться. Они еще не нашли лекарства. Тогда он вспомнил о надежной деревне. Он слышал, что там может быть врач. Мама обрадовалась, но папа объяснил, что им нужно заплатить или отдать что-то ценное, чтобы попасть в деревню. У них не было ничего ценного, потому что у них не было денег. Но мама не сдавалась. Она придумала смелую идею. Она хотела одна пойти в подземную деревню, которая называется деревня подземелий. Она думала, что там может найти что-то ценное. Папа волновался. Он сказал, что это опасно, даже если она сильный зомби. Но мама была настроена решительно. Она верила, что сможет избежать опасности благодаря своей ловкости и навыкам. Но ей нужно было избегать встречи с хозяином подземелий. Она уже была там раньше, поэтому знала дорогу в эту деревню. Отец знал, что не сможет переубедить дочь. Ему пришлось остаться дома с дочкой и ждать, пока мама вернется. После этого мужчина достал из рюкзака фонарик и необходимые вещи, чтобы отдать жене перед уходом. Но когда он расстегнул рюкзак, они с женой были потрясены. Их дочь крепко спала, издавая храп. Они смягчились, увидев это, но еще больше их расстроило то, что девочка внезапно проснулась, выглядя так, будто не выспалась.
Женщина, увидев это, разозлилась, и ее раздражение достигло такой степени, что ей захотелось отругать дочь прямо там. Девочка была озадачена резкой сменой настроения матери. Она подумала, что мама шутит, и быстро подняла руку в ответ. Но отец отругал ее. Он сказал: «Разве я не говорил тебе оставаться дома? Я предупреждал, что в такие пасмурные дни активность зомби возрастает». После этого он постучал по голове девочки. Раздраженная женщина рядом с ним поспешно вмешалась, чтобы остановить его. Затем она написала мужу, что это хорошая возможность, потому что их дочь уже вышла на улицу. Она велела ему отвезти ее домой. После этого женщина встала и направилась в подземную деревню. Но девочка пошла за ней и спросила: «Куда ты идешь?» «Я хочу пойти с тобой». И девочка заплакала. Увидев дочь в таком состоянии, мать не смогла сдержать раздражение и резко стряхнула руку девочки и пошла в сторону подземной деревни, чтобы забрать что-нибудь ценное. Пока она пробиралась между монстрами, она услышала позади себя знакомый голос. Обернувшись, она увидела на земле картонную коробку, вокруг которой собрались разные виды зомби-монстров. У них изо рта капала слюна. В коробке, похоже, была вкусная еда. Вдруг коробка издала странный звук, который насторожил женщину, потому что она узнала голос. Зомби набросились на коробку, разрывая ее когтями, но когда картон был разорван, они ничего не нашли. Почувствовав сильный запах, зомби быстро поняли, что над ними что-то необычное. Присмотревшись, они заметили маленькую девочку, висящую в воздухе. Женщина услышала голос своей дочери и быстро подбежала к ней. К сожалению, и мать, и дочь оказались окружены зомби. Когда уже казалось, что надежды нет, ловкая женщина спрыгнула сверху. Голодные зомби не могли упустить свою добычу и бросились на мать с дочерью. Женщина, почувствовав опасность, издала яростный рык. Острый шип на ее затылке плавно рассек воздух, уничтожив угрозу. Затем она осторожно опустила девочку на землю. Но некоторые зомби продолжали приближаться к ним. В итоге мать пронзила их острыми когтями, и их головы и конечности разлетелись в разные стороны. Через несколько мгновений женщина тяжело дышала. Если так пойдет и дальше, они с дочерью погибнут от непрекращающейся атаки. Когда женщина приготовилась использовать свой последний шанс, девочка заметила, что темные тучи на небе рассеялись. Услышав ее крик, зомби посмотрели вверх, но было уже поздно. Палящие солнечные лучи заставили их выть от боли. Мать увидела это и вся вспотела. После этого женщина поспешила в деревню, потому что это было единственное безопасное место вдали от зомби. Но внезапно сзади на мать напал зомби. Она закричала от боли, а девочка почувствовала себя виноватой, на ее глазах выступили слезы. Если бы не она, с ее мамой ничего бы не случилось. Зомби смеялся и бил мать по спине. Удивительно, но мама подставлялась под удары, чтобы дочь могла быстро убежать от опасности. Внезапно зомби получил удар топором по голове и сразу же упал. Не зная, откуда взялся топор, мама быстро обернулась. Но увидев позади себя голодных зомби, она поспешила в деревню. В этот момент появился Гамат, его лоб был покрыт испариной, а дыхание тяжелым. Но увидев, что происходит впереди, он остановился. Его взгляд был прикован к входу в подземную деревню, который был завален зомби. Увидев это, он разочарованно стиснул зубы. Через несколько секунд он упал на колени, охваченный чувством вины. Если бы у него не заболел живот и он не побежал в туалет, когда его жена ушла. Если бы их дочь не сбежала, этого бы не случилось. Погруженный в свои мысли, он не заметил, что кто-то стоит позади него. Он обернулся и увидел седовласую женщину. Как только Гамат начал говорить, спросив, кто она такая, он получил удар топором по лицу, который остановил его. С другой стороны, когда они нашли безопасное место, мама отругала девочку, сказав: «Ты знала, что я беспокоюсь, но все равно пошла за мной. А если бы что-то случилось?» Услышав это, девочка быстро написала на руке: «Я беспокоилась, что тебе будет опасно, поэтому пошла с тобой, мама. Даже если папа этого не говорил, я знаю, что вы оба хотите, чтобы я выросла счастливой и здоровой. Видеть, как вы каждый день возвращаетесь домой раненые, это тяжело. Я больше не хочу, чтобы из-за меня вам было больно». Когда девочка это сказала, у нее потекли слезы и сопли. Мама посмотрела на свою дочь и крепко обняла ее. В этот момент группа зомби уставилась на мать с дочерью. Женщина, увидев это, быстро завернула дочь в свою одежду и осторожно пошла дальше. Когда они уже почти дошли до выхода, позади нее внезапно появился волосатый монстр. По спине женщины пробежал холодок, и она покрылась холодным потом. Но ради дочери она должна была сохранять спокойствие. Они могли замереть, чтобы существо не заметило их. Даже если бы оно попыталось опутать ее своими волосами, она не могла рисковать и отбиваться. Она не могла позволить себе быть неосторожной, ведь на кону была безопасность ее дочери. К сожалению, монстр был необычайно настойчив. Он несколько раз облизал женщину своим языком. Несмотря на это, женщина крепко держала дочь, не дрогнув.
Когда уже казалось, что она сдастся, монстр неожиданно отпустил ее. Но в следующее мгновение он принял свой истинный облик и усмехнулся. Говоря о невероятной силе этой женщины, ты сказал, что она держалась молодцом, моя дорогая. Услышав это, женщина быстро обернулась, но не увидела за собой никакого длинноволосого монстра. Это была всего лишь группа обычных зомби. Она задумалась, куда же он так быстро исчез. Вдруг у выхода раздался сильный грохот. Из-под земли появилась гигантская рука и ударила по земле, прежде чем она успела среагировать. К счастью, женщина была достаточно проворна, чтобы избежать нападения, и увидела, как гигантская рука раздавила множество монстров. Она предположила, что за этим стоял владелец деревни подземелий. В это время к выходу быстро приближалась еще одна гигантская рука. К сожалению, выход был заблокирован толпой монстров. Понимая, что ситуация критическая, мать вытолкнула дочь из-под удара. Но они обе оказались в ловушке под гигантскими руками. В мгновение ока они были пойманы. Девочка застыла от ужаса, увидев искаженное от боли лицо матери. Она заплакала. Сила гигантской руки была невероятной, и женщина закричала от боли. Увидев это, девочка поспешила за помощью. По ее лицу текли слезы. В этот момент глаза владельца гигантской руки вспыхнули. Хватка руки становилась все сильнее, и женщина задыхалась, пытаясь найти способ выбраться оттуда. Не видя другого выхода, женщина собрала все свои силы в руках. Почувствовав внезапный прилив энергии, она быстро подняла правую руку и с силой схватила палец противника. Чудовище, почувствовав жгучую боль, взревело от ярости, отпустило свою жертву и отбросило нескольких монстров, которых держала. Женщина, снова упав на землю, почувствовала резкую боль в пальцах. Чтобы как можно скорее найти свою дочь, она бросилась вперед и побежала со всех ног. Но предводитель зомби медленно вышел из тени. Это была красивая женщина с белыми волосами и в красном платье. Она крикнула: «Доченька, где ты?». С другой стороны девочка бежала, плача, потому что за ней гналась группа монстров. Она бежала изо всех сил, но споткнулась и упала, сильно ударившись правой ногой. Чудовище позади нее бросилось на нее, широко раскрыв окровавленную пасть. Она уже думала, что ей конец, но тут появился другой, более крупный монстр и схватил чудовище за голову. Она замерла. На нее брызнула кровь, и она подумала, что ее сейчас съедят. Но большой монстр осторожно поднял ее и опустил на землю. Окруженная монстрами, которые наблюдали за происходящим, чудовище ткнуло девочку. Она не выдержала и заплакала, зовя маму. От страха, что ее съедят, она обмочилась. Она очень хотела, чтобы мама пришла и спасла ее. Чудовище уже собиралось съесть ее, но вдруг откуда-то донесся ужасный запах. От этого запаха все монстры вокруг запаниковали и бросились к выходу, не раздумывая. Девочка стояла с озадаченным лицом. Но потом этот ужасный запах усилился и достиг ее носа. Из темноты высунулось щупальце и ударило ее по спине. Она упала, и все ее конфеты рассыпались. Из угла послышались приближающиеся шаги. Она увидела маленького зомби с красными глазами и в черной одежде, который шел к ней. Он держал в руке конфету и сказал: «Поиграй со мной». История продолжается, и девочка смотрит на конфету, широко раскрыв глаза. Она нюхает ее, а потом вдруг съедает целиком вместе с оберткой. Чак Бак вспоминает, как она отдала эти конфеты своим родителям. Она злится и бросается на мальчика. Она бьет его по лицу, оставляя на нем ссадины. Она растягивает его лицо, и по ее щекам текут слезы. Она кричит на него, выплевывая конфету. Сцена становится еще смешнее, когда мальчик передразнивает ее, растягивая свое лицо, как она сделала с ним. Мальчик-монстр повторяет: «Поиграй со мной», а Чак Бак сопротивляется и говорит: «Эти конфеты для моих мамы и папы». Сцена продолжается, и она снова берет инициативу в свои руки. Она толкает мальчика-монстра на землю. Она начинает бить его, крича: «Специальные удары Чака Бака». У него начинает идти кровь из носа, и он кричит: «Поиграй, поиграй, поиграй». Она закрывает голову руками и кричит: «Ай, больно, прекрати». Сцена продолжается, и она снова берет инициативу в свои руки. Она кусает его за голову с забавным выражением лица. Мальчик-монстр начинает плакать. Он убегает, по его лицу текут слезы, из носа идет кровь, а на голове шишка. Чак Бак стоит с милой гримасой и говорит ему: «Уходи». Монстр убегает, и на лице Чака Бокса появляется улыбка. Она вытирает подбородок рукавом и гордо говорит: «Со мной шутки плохи. Это вещи моих мамы и папы». Теперь мы видим, как монстры в страхе разбегаются. Один из них что-то нюхает. На его лице страх, когда он смотрит вниз. Это Чак Бокс. Она стоит перед монстрами, а они смотрят на нее со страхом. Вдруг она чихает, и они убегают. Она в замешательстве вытирает лицо и думает про себя: плохой запах. Это из-за него?
Вдруг она вспоминает свою драку с мальчиком-монстром и понимает, что учуяла запах мальчика-монстра. Она говорит вот почему. Сжав кулаки, она уверенно продолжает тогда. Мне нечего бояться. Она бросается вперед и думает, пойду найду маму. Подожди меня, мама. Чак-бокс идет к тебе. Она бежит. И тут ее хватают сзади. Голос за ее спиной говорит, я понял, ключ-пистолет. Другой голос отвечает, правда? Первый голос отвечает, я чувствую запах. Она ребенок хозяина подземелья. Чак-бокс поворачивает голову, широко раскрыв глаза. Но тут монстры Дэйен и Киган растерянно смотрят на нее, и Дэйен говорит «ха». Испуганный Чак-бокс громко кричит «ва». Киган говорит, но она человек. Дэйен с улыбкой отвечает, выглядит аппетитно. Дэйен тычет Чака-бокса в лицо и говорит, наверное, она была в тесном контакте с ребенком. Посмотри, какие у нее мягкие щеки. Такая милая. Чак-бокс стоит, вцепившись в рубашку, и думает, что мне делать. Он спрашивает, как эта девочка сюда попала. Дэйен отвечает, что она знает, и говорит, что нам стоит взять ее с собой. Она восклицает, что согласна. Мне она нравится, и теперь у нас есть закуска. Чак-бокс говорит, извини, но мне нужно найти маму. Пожалуйста, отпустите меня. Дэйен обеспокоенно отвечает, о боже, правда? Ладно, тогда у меня нет выбора. Она улыбается и говорит, что будет твоей мамой, Чак-бокс. Чак-бокс резко отвечает, что нет, спасибо. Дэйен улыбается и говорит, ну же, Чак-бокс, ты что, не слушаешься маму? Лицо Чак-бокса становится растерянным. Теган вмешивается и говорит Дэйен, мы должны отдать эту девочку нашему отцу. Она отвечает, почему? Она моя. Он с серьезным лицом говорит, не забывай, почему мы пришли сюда. Он говорит, сверкая глазами, мы здесь, чтобы помочь нашему отцу съесть хозяина подземелья. Мы должны отдать ее ему на закуску. Дэйен хмурится и говорит, отстань. И тот, кто ее нашел, дай мне хотя бы откусить от нее кусочек. Чак-бокс в страхе замирает, когда она думает откусить. Он говорит нет. Она раздраженно говорит, почему нет. Что-то капает на землю. Это слюна Кигана, стекающая из его чудовищного рта. Он говорит, но мы можем спросить отца позже. Она пробегает взглядом по спине Чак-бокса, когда думает, боже мой, они собираются меня съесть. Мне так страшно. Я хочу увидеть маму. Она говорит, мама. Она вспоминает, как мама говорила ей бежать. Она сжимает кулаки и подбадривает себя. Ладно, я должна постараться изо всех сил. Она оборачивается и восклицает, мама. Дэйен и Киган тоже поворачиваются. Она тут же убегает. Киган говорит, она бегает быстро для своего возраста. Дэйен улыбается и говорит, это так мило. Они бегут за ней, а она с улыбкой говорит, Чак-бокс, иди сюда. Чак-бокс бежит, тяжело дыша. Киган и Дэйен смотрят на нее кровожадными глазами. Киган говорит, этот ребенок такой проблемный. Чак-бокс вбегает в толпу монстров, которые расступаются перед ней из-за запаха, который она уловила от ребенка-монстра. Она оглядывается, тяжело дыша. На руке Кигана появляется лезвие, а из волос Дэйена вырастает хвост, похожий на скорпионий. Они начинают рубить монстров. Чак-бокс оглядывается, убегая, и думает, мне нужно поскорее найти маму. Иначе мне будет очень опасно. Монстры приближаются. Они почти всех перебили. Чак-бокс бежит мимо монстров и кричит, мне нужно уйти подальше от них. Дэйен с улыбкой говорит, нет, не получится. Хвост скорпиона собирается ударить ее, и она заканчивает фразу «Моя дорогая Чак-бокс». Хвост промахивается и попадает в другого монстра. Дэйен хмурится, а Чак-бокс убегает. Она прячется за колонной, тяжело дыша. Из ее глаз текут слезы, и она говорит «Мама, куколка, Хира, я скучаю по вам». Раздается голос «Не волнуйся». Она испуганно поднимает глаза. Это Киган стоит у колонны. Он говорит, его глаза горят, мы будем твоей семьей. Он протягивает к ней руку и говорит, хватит играть в прятки. Иди сюда. Слезы текут по ее лицу, когда она говорит «нет, я хочу домой». «Нет, нет, нет». Она отталкивает его руку и кричит «уходи». На руке Кигана появляется порез, и из него течет кровь. Он смотрит на свою руку и говорит «меня что-то порезало, что-то происходит». Я слышу стон. Что происходит? У меня болит рука. Он хватается за руку и кричит со слезами на глазах. Что это такое? Моя рука горит. Что ты со мной сделала? Чак-бокс смотрит на ее руку, на кончике пальца которой появился чудовищный коготь. История продолжается, и Дэйен откусывает ногу монстра, которую держит в руке. Она говорит, что мне делать? Я понятия не имею, где я сейчас. Кстати, где Киган? Она идет вперед, держа монстра за волосы, и злится. Он что, ест этого ребенка без меня? Я должна первой попробовать. Внезапно она вспоминает Чака-бокса и говорит, у нее была очень нежная кожа. Я никогда не думала, что у ребенка может быть такая нежная кожа. У нее текут слюнки от этой мысли, и она говорит, я хочу попробовать. Я все еще чувствую запах ее кожи. У нее текут слюнки, и она говорит, где она? Чак-бокс. Внезапно она хватает ее сзади. Она оборачивается, и это мама Чак-бокса. Чак-бокс в замешательстве, когда она говорит это «Ха, кто ты такая?». Глаза Чака-бокса-старшего вспыхивают от гнева. Камера переключается на Чака-бокса, который стонет от боли, яд распространяется по его руке. Ты маленькая дрянь. Моя рука, моя рука.
Чак-Бок-младший дрожит от страха, я не специально. Он поднимает свой клинок и кричит от боли. Это больно. Чак-Бок-младший в страхе закрывает глаза. И тут он отрубает себе руку. Его рука падает на пол, он кричит: черт возьми. Это больно. Как ты посмела? Моя рука. Она дрожит, когда Чак-Бок-старший стонет: я съем тебя живьем. Если нет, у меня будет несварение желудка. Он кричит от злости, его мышцы на руках напрягаются. Я разорву тебя на куски, пока не останется ни одной косточки. Она дрожит, когда он замахивается на нее. Я убью тебя. Ее глаза широко раскрыты, когда он замахивается на нее клинком, но тут его внезапно отбрасывает к стене. Чак-Бок-младший в шоке. Она поворачивает голову и шепчет: Гамдал, папочка. Входит Гамдал, его лицо искажено от гнева: как ты посмел тронуть мою дочь? Он падает на колени и обнимает свою дочь. Ты в порядке, Чак-Бок? Мне так жаль. Ты, наверное, испугалась. Что это за запах? Он вдруг начинает волноваться еще сильнее и спрашивает: а что с твоим пальцем? Она всхлипывает: папочка, я так испугалась. Мамочку схватил великан. Он обнимает свою дочь и говорит: все в порядке. Тебе не нужно ничего говорить. Чай-Ган топает ногами, встает и кричит: что случилось? Кто ты такой, черт возьми? Черт возьми. Думаешь, я идиот? Я вас всех съем. Он полностью игнорирует его, пока кукла Гом разговаривает с его дочерью, копаясь в его рюкзаке. Встань позади меня, давай вместе найдем маму. Чак-Бак отвечает: с ней все будет в порядке. Он отвечает: не волнуйся. Давай пойдем домой, когда найдем ее. Я дам тебе печенье, когда мы вернемся. Она улыбается отцу. Клю-Гун злится, что его игнорируют, и кричит: эй, ты меня слушаешь? Черт возьми, ты что, считаешь меня идиотом? Ха! Он бросается к ним, но тут кирпич разбивает ему череп. Кукла Гом стоит твердо, держа кирпич в руке. Перестань ругаться при моем ребенке. Это плохо влияет на ее воспитание. Клю-Гун в шоке, но снова бросается к ним с криком: я убью тебя, сукин сын. И тут кукла Гом бросает в него еще один кирпич, который он легко отбивает, говоря: это что, шутка? Но вдруг он в ужасе, когда в него летит несколько кирпичей, и они одновременно попадают в него. Он бросает еще несколько кирпичей и думает: я должен атаковать изо всех сил. Я должен попасть точно в цель. Кирпичи разбиваются, когда попадают в Клю-Гунна. Кукла Гом говорит быстрее и сильнее. Так я могу превратить это чудовище в пыль за то, что оно причинило боль моему дорогому Чаку-Баку. Он избивает его. Внезапно его лицо становится напряженным. Он опускает взгляд и понимает, что у него закончились кирпичи. Клю-Гун хватает его за руки и за ноги и говорит с улыбкой: больше никаких камней, верно? С самого начала это не принесло тебе никакой пользы, потому что я могу исцелить себя. Теперь моя очередь. Я буду наслаждаться твоим телом, когда съем тебя. Кигун широко улыбается, глядя на Гомдала, который отвечает с серьезным выражением лица: конечно, я тебя убью. Он оборачивается и говорит: это Хира отрубила тебе руку топором. Он в полном шоке, когда говорит, что это было. Она говорит с убийственным намерением: значит, тебе конец. Приготовься. Теперь мы вступаем в бой на высокой скорости, пока она одолевает его, нанося удары. Он пытается атаковать ее, но она снова ранит его руку. Гамдол смотрит на него и думает: удивительно, как она может одолеть этого монстра с помощью одного топора. Она проходит мимо кучи монстров, а Гамдал продолжает говорить: по пути сюда она убила множество монстров. Как у нее еще хватает сил? Кто эта женщина? Он прорывается сквозь защиту Кигуна, когда она говорит: попался. В воспоминаниях появляется монстр и говорит: как вы думаете, чем монстры отличаются от людей? Кигун отвечает: силой. Затем Дайен говорит: и тупостью. Монстр продолжает: люди хитрые и быстро приспосабливаются к окружающей среде, но они слишком слабы. Монстры, напротив, сильны, но глупы и действуют инстинктивно. По сравнению с ними у нас есть свои сильные и слабые стороны. Но что насчет нас? На заднем плане лежат трупы людей и монстров, а монстр продолжает: мы не такие слабые, как люди. И не такие глупые, как монстры. Силуэт монстра виден, когда он стоит спиной к Кигуну и Дайену. Продолжает он: у нас есть сильные стороны как у людей, так и у монстров, и даже монстры с нами не связываются. А это значит, что мы идеальный биологический вид для выживания в этом мире. Наконец-то мы увидели чудовище. У него странная внешность. Один глаз в центре лица, а рот на груди. Продолжает он: мы племя каннибалов избранные. Будь всегда благодарен за это. Отвечает он Ганну: да, отец, раскрывающий личность этого монстра. Отец продолжает говорить: а пока я уничтожу монстра из подземелья, поищи ребенка. Было бы легко поймать ребенка, если бы ты использовал материнский инстинкт. Его дети отвечают: понял, хорошо. Затем он говорит: хорошо, ты можешь идти. Комикс возвращается к настоящему моменту, когда кукла Гом кричит у тебя за спиной. Чак-Бах кричит Хера. Клинок Киганна втягивается, когда он собирается ударить ее. Действуй быстро. Она пригибается, когда идет вперед, и снова наносит ему удар. Он стонет: это ты. Когда она отскакивает назад. Киган смеется и говорит: тебе никогда не победить меня. Его шрамы заживают, пока он говорит: я избранный. Ты ничего не можешь сделать. Его мышцы ломаются, и вы все умрете здесь. Он прыгает к ней и кричит: первый, я разорву твое тело на части. Он замахивается на Геру. В комиксе рассказывается о Дайен и маме Чак-Бокс, когда она уклоняется от атаки мамы Чак-Бокс. Она стонет: что с ней такое? У нее такие же глаза, как у отца. Именно в этот момент ей наносят удар. Она тоже чудовище, как и мы, но что все это значит? Когда она говорит, что наносит
наносит удар, она очень сильная. Она стискивает зубы и бросается к маме смелым: все в порядке. Давай посмотрим, на что она способна. Она бросается на нее, размахивая когтями, и кричит: остановись, если сможешь. Чак-Бок. Мама стискивает зубы и вытаскивает когти, а затем кричит: скажи мне, где Чак-Бак. Она разрезает хвост Дайен прямо посередине и стонет: ну же давай. Они снова бросаются друг на друга, и Дайен говорит: хватит, больше не уклоняйся. Ее ранят, и она умирает. Она нападает, но ни одна из ее атак не достигает Чак-Бок мамы. Она легко уклоняется от каждой атаки и приближается к Дайен. Она собирается ударить Дайен по лицу, но успевает заблокировать ее щупальца волосами. Дайен говорит со страхом в глазах: черт, это чуть не убило меня. Она убирает руку и думает: что мне делать? Ничего не помогает. Она смотрит на свою руку, из которой течет кровь из-за раны, оставленной Чак-Бок мамой. Она дрожит и говорит: рана не заживает, и я даже не чувствую ее. Ее внимание привлекает оторванный хвост, который тоже кровоточит. Она говорит со страхом: я не сразу поняла, но раны от этой битвы не заживают. Это яд? Чак-Бок мама угрожающе подходит к ней. Она дрожит и думает: я не могу победить ее. Что я могу сделать, если она такая сильная? Она стискивает зубы и говорит: тогда я могу использовать только последнее средство. Внезапно она отрубает свой хвост другим хвостом, а затем откусывает руку, которая падает на землю, и бросается на Чак-Бок маму, крича: я убью тебя. Мама Чака-Бо становится серьезной и говорит: у меня нет времени этим заниматься. Я должна найти Чака-Бока. В этот момент Дэйен отвлекает ее своим хвостом, прежде чем она успевает что-то сделать. Она не успевает ничего сделать, как Дэйен брызгает ей в глаза кровью. Она хватается за глаза, и Дэйен успевает развернуться и убежать. Она бежит и говорит: у меня получилось. Я должна найти Ки-Ган, чтобы он помог мне. Я никогда не смогу победить этого монстра, никогда. Без Ки-Гана не смогу. На экране появляется окровавленный Ки-Ган. История продолжается, и Дэйен бежит по подземелью. Она кричит: Ки-Ган, где ты? Мама Чака-Бо рычит и говорит: куда ты собралась? Отдай мою дочь, ты ее похитила. Кеган лежит на земле, весь в крови и тяжело дышит. По его лицу стекает пот, и он думает: кто она такая? Она всего лишь человек. Кровь стекает с топора Ра. Она стоит над ним, и он думает: как это могло случиться со мной? Тогда она говорит: ты будешь в замешательстве. Ты, наверное, думаешь, как человек, который намного слабее чудовища Н, может быть сильнее тебя. Она поднимает топор и продолжает издеваться над ним. Это просто потому, что ты слабее меня. Она замахивается топором, и ее глаза расширяются. Кеган пронзает себя в грудь и говорит: да, это лучше, чем быть убитым тобой. Это более достойная смерть. Он слабеет и продолжает: ты пожалеешь об этом. Мой отец никогда не оставит тебя в живых. Он умирает, и все задаются вопросом, кто же его отец. Внезапно раздается шум, и все оборачиваются. Это Дайен. Она видит, что ее брат мертв, и говорит: Кигун. Гнев охватывает ее, и она кричит: вы ублюдки. Что вы наделали? В этот момент кто-то нападает на нее сзади. Это мама Чака-Бака. Дайен падает на землю, а мама Чака-Бака говорит: наконец-то я тебя поймала. Где моя дочь? Чак-Бак и Гумдал замечают ее и зовут. Но у Хира другие планы, и она бросается к ней. Мама Чака-Бака смотрит вперед и говорит: кто эта женщина? Она с чудовищем? Он замахивается топором, а мама Чака-Бака выпускает щупальца. Гумдал хватает Хира сзади и говорит: прекрати. Даже не думай прикасаться к моей жене. Выслушай меня. Мама Чака-Бака удивляется и думает: Гумдал, как ты мог? Зачем ты пришел сюда? Ты же знаешь, как здесь опасно. Она кричит, не в силах успокоиться, думая, что здесь полно монстров. Гумдал, понимая ее крики, говорит: когда моей семье угрожает опасность, я должен прийти и спасти их. Он отпускает Хира, которая все еще вырывается. Ради всего святого, прекрати. Она говорит ему: отпусти меня. Наконец он отпускает ее. Мама Чака-Бака все еще беспокоится и думает: где Чак-Бак? Я должна была защитить ее. Что если с ней что-то случится? Что мне теперь делать? Она хватается за голову, волнуясь, когда Чак-Бак зовет ее. Мама. Она почувствовала облегчение, когда Чак-Бак подошел к ней и сказал, что сделал все возможное, чтобы сбежать от них. Слезы потекли у нее из глаз, когда она спросила: мама, ты не пострадала, правда? Мама присела на корточки и крепко обняла дочь. Она мысленно сказала: прости меня. Прости, что я потеряла тебя, моя девочка. Я больше никогда тебя не потеряю. Молодец, Чак-Бак. Чак-Бак посмотрел на нее, и она сказала со слезами на глазах: спасибо, что помог моей семье. Увидев ее чудовищный палец, Эра стиснула зубы и сказала: это нелепо. Ты привела своего ребенка в это опасное место, и вместо того, чтобы защитить его от этих тварей, как и положено родителям, подвергла его опасности. Посмотри, что случилось из-за твоего беспечного поведения, а ты даже не заметила перемен в своей дочери. Что ты за мать? Глядя на чудовищный палец Чака-Бака, она еще больше разозлилась и сказала: конечно, откуда монстру знать о таких вещах? Расстроенный ее словами, Чак-Бак сказал: он прав.
Тут вмешался Гаммал. «Я ценю твою помощь, но ты слишком далеко зашла. Это была моя вина с самого начала, но почему ты винишь в этом мою жену?» Мама остановила его, когда он спросил: «Детка, почему?» Она посмотрела на дочь и, взяв его за руку, начала что-то писать. Он сказал: «Спасибо, что спасла мою дочь. То, что случилось с моей дочерью, произошло из-за меня, и после того, как мы соберем припасы, мы отправимся в деревню Надежды, чтобы ее вылечить. У меня сейчас ничего нет, но я обещаю отплатить за вашу доброту в будущем». Хайра стоит с недовольным выражением лица, когда Гамдал продолжает: «Вы не против, если я спрошу ваше имя?» Она отвечает: «Хайра Ли, подруга Чака Бокса». История продолжается, и Гамдал с мамой смотрит на нее с недоумением, думая: подруга Чака Бокса. Гамдал думает про себя: разве она не слишком взрослая, чтобы быть подругой Чака Бокса? Он смотрит на свою дочь, которая подошла к Хайра, и спрашивает: «Это правда, Чак Бокс?» Она отвечает с улыбкой: «Да». Он злится и говорит: «Ах ты, маленькая хулиганка, как ты могла скрывать это от нас?» Она прижимается к нему и говорит: «Прости. Он сказал мне ничего не говорить. Она сказала мне не говорить маме и папе. Но она неплохая. Она очень милая со мной». Он злится: «Как ты могла такое сказать? Разве тебе недостаточно гулять одной?» Перебивает ее Хайра: «Хватит. Это я попросил ее никому не говорить, но это не так уж важно, правда?» Вдруг раздается рычание, и она говорит: «В любом случае. Здесь меньше монстров, потому что это немного дальше от центра, но это определенно неподходящее место для ребенка». Она оборачивается и говорит: «Если у тебя есть время поболтать, найди что-нибудь». Чак Бокс идет за ней и говорит: «Хайра, подожди меня». Мама смотрит на топор Хайра и вспоминает прошлую битву, значит, это она помогла мне. Хайра уходит, когда Гамдал спрашивает: «Тогда ответь мне на один вопрос». Она обернулась и увидела, как мама пишет на руке Гумдала: «Хера, кто ты такой?» Она поджимает губы и отвечает: «Я же говорил тебе, что я ее друг. Ну же, покажи мне дорогу. У нас мало времени». Отвечает он с решительным выражением на лице: «Давай пойдем прямо сейчас». Комикс переносится на более поздний момент, когда монстр беснуется с бутылкой и кричит: «Что? Что? Что теперь?» Внезапно у него появляются порезы на лице и руке. Мы с мамой стоим посреди трупов, и он спрашивает: «Это то самое место, где есть припасы?» Кукла из жевательной резинки сидит на корточках рядом с Чаком Бахом, и он говорит: «О боже мой». Они сидят перед картонной коробкой, наполненной раменом и всевозможными закусками. Он говорит моими устами. Чак Бок заканчивает фразу, и у него текут слюнки. Он говорит, наполняя свою сумку: «Потрясающе, теперь мы можем оплатить лечение Чака Бо. Все, что нам нужно сделать, это съездить в деревню». Взволнованно говорит она, в то время как здесь так много плиток шоколада. «Можно я их съем, куколка из жевательной резинки?» Он отвечает: «Конечно. Возьми столько, сколько захочешь, милая». Она широко улыбается и говорит: «Ура». На лице Геры тоже появляется слабая улыбка. Мама наблюдает за ней и думает, что она подруга Чака Ба. На ее лице появляется хмурое выражение, когда она думает, что она здесь не одна. Учитывая то, как она справляется с монстрами, она определенно необычный человек. Она наблюдает за герой, который играет с Чаком Боком. Она думает, однако я уверен в одном: Чак Бок все еще жив благодаря ей, но почему? Мама пристально смотрит на нее и говорит: «Что-то заставляет меня чувствовать себя неловко, когда я вижу ее». Она что-то подозревает. Монстры уходят, а мама выглядывает из-за угла и говорит: «Хорошо, они все ушли». Она ведет всех за собой, а Гума говорит Чаку Баку, который прячется в куртке: «Чак Бак, тебе нужно вести себя тихо». Она шепчет: «Ладно». И тут мама вдруг останавливается. Она думает, что это за звук. И тут раздается громкий рев, и огромные чудовищные руки тянутся к ним. Она отталкивает мужа, а он говорит: «Что это, черт возьми?» Они бегут, а Гума говорит: «Оно приближается очень быстро». Чак Бак кричит из-под куртки. Он бежит вперед и говорит ей: «Подожди, там монстры». Целая толпа монстров преграждает нам путь, но вдруг они пугаются и тоже убегают, позволяя нам пройти. Тогда он говорит: «Посмотри туда». Гамдал говорит: «Боже, что теперь?» Она кричит: «Есть два пути». Он спрашивает: «Что? Куда нам идти?» И тут огромная рука монстра проносится рядом с ним и раздавливает всех монстров. Рот Гамдала широко открывается, и он говорит: «Справа тупик». Гера оглядывается и думает: этот монстр специально преградил нам путь. Мама тоже выглядит обеспокоенной и думает: хозяин подземелья пытается нас обмануть. Нам нужно немедленно выбираться отсюда. Глаза хозяина подземелья светятся и превращаются в ухмылку. Они бегут вперед, а Гамдал говорит: «Пожалуйста». Надеюсь, это путь к выходу. И тут хозяин подземелья ударяет рукой по земле, и в земле возникает ударная волна. Они добегают до конца пути, который оказывается тупиком, полным монстров. Гамдал раздраженно кричит: «Это тупик. Здесь тоже полно монстров». Они бегут вперед, и тут появляется хозяйка подземелья. У нее в груди отцовский глаз, и она говорит, наклонив голову: «Дай-ка я посмотрю». Она смотрит на Гамдала и говорит: «Не ты, значит ты». Затем она наконец смотрит на маму и говорит: «Желтые глаза». Она широко улыбается, а изо рта у нее течет слюна. «Наконец-то я тебя нашла. Теперь мы вернемся в прошлое». На земле лежит старое тело отца, и он завладел телом хозяйки подземелья. Он говорит из тела хозяйки подземелья: «В этом теле мне немного удобнее.
Хозяйка подземелья стонет, когда он думает. Это лучше, чем я ожидал. Здесь уютно и полно питательных веществ, мне пока не нужно тело. В любом случае, где они? Он идет по подземелью и натыкается на щупальца Дэйен. Он оглядывается и говорит, что они пытались сделать. Тело Гуна лежит на земле. Дэйен ползет по земле и кричит от злости: «Черт возьми, я убью их всех. Этот мерзкий монстр». Отец подходит к ней сзади и говорит, кто это сделал. Не зная, что это ее отец, она пугается. Хозяйка подземелья. Тогда отец хватает ее за руку, которая тянется вниз из его нового тела. Он говорит: «Я знаю, ты удивлена, но мне все равно. Просто ответь мне. Кто это с тобой сделал?» Он отпускает ее рот, и она говорит: «Это был монстр с такими же глазами, как у тебя, отец». Вернемся в настоящее. Отец говорит: «Наконец-то я тебя нашел». Монстр с желтыми глазами. Мама смотрит на него с опаской и напряжением, когда Гамдал говорит: «Эй, ты знаешь это чудовище?» Мама громко отвечает: «Нет». Она не сводит глаз с отца и думает: «Я не знаю». Раньше оно не могло говорить. Ее взгляд падает на глаз на груди монстра, и она говорит: единственное, что в нем изменилось, это шишка. Наверное, из-за нее он стал таким. Но почему-то он кажется знакомым. Может быть, потому что у нас одинаковый цвет глаз. Кто это может быть? Внезапно под монстром появляются огромные руки. У ног монстра вырастает огромная куча, и он говорит: «Ты знаешь, через что мне пришлось пройти, чтобы найти тебя? Но я не ожидал, что ты окажешься так близко». Он улыбается и говорит: «Пора вернуть тело, которое ты у меня украла». Дом-дол смотрит на него с испугом и говорит: «Эй, ты что-то взял у этого монстра?» Мама качает головой и думает: «Я не знаю. Я понятия не имею, о чем говорит это чудовище». Отец улыбается и говорит: «Ты меня не узнаешь? Наверное, тебе трудно меня узнать в таком виде». Его глаз прищуривается, и он продолжает: «Ну, неважно, помнишь ты меня или нет». Он указывает на нее и говорит: «Я убью тебя и заберу свое тело обратно». И разжимает топор и говорит: «Береги чекбокса». Глупая кукла говорит с беспокойством: «Ты собираешься драться с ним?» Она отвечает: «Хватит меня отвлекать, стой сзади. Я разберусь с этим, несмотря ни на что». Она делает шаг вперед, но мама останавливает ее. Она спрашивает: «Что ты делаешь?» Гамдал тоже спрашивает ее, что это за взгляд. Мама думает про себя, что если она не может убить его, то хотя бы должна остановить. И единственный способ сделать это – использовать вот это. Она стонет, думая про себя, что будет очень больно, но у нее нет выбора. Ее когти начинают светиться красным, и она стонет, когда ее волосы тоже начинают светиться красным. Она говорит: «Я должна это использовать». Гамбл выглядит обеспокоенным и спрашивает: «Ты собираешься использовать это во время боя?» Чак-Бок тоже выглядывает из-за куртки. Мама Чак-Бока кричит: «Будь осторожен». Она бросается вперед: «Я остановлю монстра». Гамбл и остальные оглядываются, когда другие монстры окружают их. Он-Ра бросается в бой, отталкивает Гамбола и атакует монстров. Тем временем мамины щупальца потрескивают, а отец говорит: «Я знал, что у тебя это есть. Теперь я заберу свое обратно». Чудовищные руки тянутся к ней, но она ловко уворачивается и бьет по ним. Отец сердито стонет: «Ты хоть представляешь, через что я прошел, чтобы получить это тело? И ты смеешь ломать мне руки?» Его руки пульсируют, когда яд распространяется по ним. Она бросается к нему, и он стонет. Она думает: нужно закончить это быстро. В этот момент ее ногу хватает странный язык. Она в замешательстве смотрит вниз. Гамбл смотрит на нее и кричит: «Это язык?» Она висит в воздухе, а язык чудовища под ногами отца держит ее. Он говорит: «Как мои актерские способности?» Отец с улыбкой говорит, и она напрягается: «Я так рад, что ты пришла поздороваться. Как мило с твоей стороны». Она хватает его щупальцем, когда он поднимает ее к потолку. Гумдал смотрит, как он кричит от страха. «О нет!» — кричит он, «перестань». Чак-Бок в ужасе наблюдает за происходящим. Мама Чака-Бока падает на землю, ее тело трескается. Что это такое? От шока она вспоминает прошлое. Она бежит как человек и думает про себя: «Я бегу? Куда я бегу? Зачем?» Вдруг что-то ломается, и она думает: что-то только что произошло. Она стоит, а щупальца пронзают ее голову, и она говорит: «Что это?» Теперь мы видим, как мама Чака-Бока лежит в кратере, образовавшемся, когда ее тело ударилось об пол. У нее изо рта идет кровь. В этот момент ее снова подбрасывает в воздух, и Чак-Бок кричит: «Мама!». Монстр насмехается над ней. «Это все, что ты можешь сделать, используя мою силу». Это еще более разочаровывает. «Неужели ты правда думала, что такое грязное маленькое существо, как ты, может со мной справиться?» Она лежит на земле, вся в крови. Он говорит: «Как глупо. Сама виновата, что увлеклась своей силой. Теперь ты все видишь». Чак-Бок злится. Она выпрыгивает из куртки отца и бежит к ним, крича: «Перестаньте мучить маму». Гумдал бежит за ней и кричит, сражаясь с монстрами: «Что ты делаешь? Забери ее сейчас же». Он бросается вперед, когда монстр нападает на него, не давая ему пройти. Он кричит: «Чак-Бок, подожди».
Чак-Бок. Чак-Бок протягивает руку и кричит «Мама». В комиксе мы видим прошлое мамы Чака-Бока. Щупальца пытаются проткнуть ей череп, и она думает, это опасно. Я чувствую это каждой клеточкой своего тела. Она тяжело дышит, продолжая говорить. Я должна избавиться от этого. Она хватает щупальца и пытается их вытащить. Она кричит «Давай же, отстань от меня». И тут она с облегчением вырывает щупальца из головы. Отлично, я справилась. Она падает на колени, кровь стекает по ее голове, но теперь я в порядке. Она оглядывается и говорит, мне просто нужно было внезапно. Выражение ее лица меняется, и она с ужасом смотрит, как щупальца превращаются в когтистую руку. Она в страхе наблюдает, как она внезапно бросается на нее. Она кричит «Нет, уходи, прекрати». Она закрывает голову руками и снова кричит «Прекрати». Внезапно голос Чака пробивается сквозь воспоминания, и она кричит «Перестань мучить мою маму». Мама Чака внезапно просыпается и думает про себя, это был голос Чака. Она поднимается и видит свою дочь, которая кричит на монстра «Если ты еще раз ударишь мою маму, я тебя побью». Она указывает на монстра своим монструозным пальцем. Ее мама пытается встать и говорит ей «Нет, Чак, беги». Кукла-дом кричит «Чак, беги». Их окружают монстры. Мама Чака тяжело дышит и думает про себя. Я не могу пошевелиться из-за удара, но я должна защитить Чака. Монстр стоит перед ней и говорит, кажется, тебя зовут Чак-Бак. У меня к тебе вопрос. Кто ты? Чак-Бак плачет и смотрит на нее, продолжая, ты человек? Он смотрит на ее палец, пока говорит, или на монстра. Интересно, как ты получила часть моего тела? Кричит она сквозь слезы. Я не знаю. Только больше не бей мою маму, идиот. Мама Чака встает и стонет. О чем ты думаешь? Пожалуйста, не надо. Глаза монстра светятся, когда он говорит. Это потому, что она слишком молода, чтобы нормально со мной разговаривать. Ну, по крайней мере, я нашел здесь что-то полезное. Мама Чака стонет, когда монстр поднимает свою чудовищную руку и говорит. Я узнаю больше, если открою их. Кричит кукла-дом. Нет. Пока он подбегает к ним, она кричит. Чик-Бок. Мама Чака пытается что-то сказать. Беги, Чик-Бок. Здесь слишком опасно. Но единственное, что она может сказать, это иди. Иди. Чик-Бок тянет маму за руку. Она злится и пытается сказать ей. Неужели ты еще не поняла? Кричит она. Иди, иди. Чик-Бок плачет, тянет маму за руку и говорит. Нет, я не брошу тебя, мамочка. Я защищу свою маму. Глаза ее мамы расширяются, и она думает про себя. Как жалко. Даже Чак-Окей старается изо всех сил не сдаваться. Она упирается кулаками в землю и продолжает. Она сильнее меня, своей матери. Встань. Рычит она, и ее щупальце снова начинает светиться. Она поднимается и обнимает дочь, говоря себе, я должна защитить свою семью. Потому что. Она замолкает. В этот момент сверху опускается чудовищная рука, чтобы раздавить ее, но она полна решимости и заканчивает предложение. Я ее мать. Чудовищная рука обрушивается на них. Хира и Гамдал в шоке наблюдают за происходящим. Монстр улыбается и говорит. Вот это я называю возмездием. Ладно тогда. Внезапно он напрягается, глядя на свою руку, которая полностью расплавилась. Он говорит «моя рука». Вот тогда-то на него и напали сзади. Нападения начались со всех сторон. Его тело дрожит, когда он говорит, что случилось. Это происходит все быстрее. Не может быть. Неужели она сама себя разбудила в такой ситуации? Мама Чака отшатывается, когда тело отца начинает плавиться и разваливаться. Гамдал смотрит на него и говорит, ого, его плоть тает. Его глаза расширяются, когда он говорит, что черт возьми сейчас происходит. Чака обращается к своей матери. Ого, мама, хлыст. У него есть еще один хлыст. Она угрожающе стоит, а монстр говорит, интересно, теперь покажи, на что ты способна. Затем мы видим, как монстры в страхе убегают от чего-то. Они кричат и вопят, вытащите меня отсюда. В этот момент из-за угла выходит сын хозяина подземелья и говорит, поиграй со мной, поиграй со мной, поиграй со мной, мама. В комиксе снова показывают, как раненый отец Чака стоит на ногах. Он говорит со злостью, ты посмел разрушить мое драгоценное тело. Я недооценил тебя. Мама Чака стоит на расстоянии, а отец говорит, я признаю это. Он поднимает руку, и из нее брызжет кровь. Я пытался быть милосердным, но ты перешел черту. Монстр замахивается, и Гамдал предупреждает всех, оно приближается. Но в этот момент монстр начинает собирать трупы мертвых монстров. Гамдал в замешательстве говорит, зачем он это делает. В этот момент монстр Клякса кладет трупы в рот и съедает их. Гамдал с растерянным видом наблюдает за этим. Подождите, что происходит? Клякса превращается в огромного монстра. Он встает, и земля под ним трескается. Все смотрят на монстра, пока Чак-Бок говорит, он огромный. Гамбл бросает оружие и думает про себя, мы обречены. Как мы вообще можем сражаться с этим? Его невозможно убить. Мы даже убежать не можем. Что нам делать? В этот момент мама толкает Чака к нему. Он смотрит на свою жену, у которой решительное выражение лица. Он смотрит на нее и говорит, нет, ты не будешь сражаться. Ни за что. Он хватает ее за руку. Должен быть способ, чтобы мы могли это сделать вместе. Чувствуя себя совершенно беспомощным, он говорит, пожалуйста, не уходи. Ты можешь не вернуться. В этот момент она хватает его за лицо и затыкает ему рот. Она широко улыбается и говорит, иди, верь мне. Она говорит срывающимся голосом, жди меня, я скоро вернусь.
волнуюсь. Она крепко сжимает его лицо и говорит: все в порядке, не волнуйся. Он сжимает кулаки и с сожалением говорит: прости меня. И прости, что я такой слабый муж. Он крепко обнимает Чака и говорит: не волнуйся за нее. Ты замечательная мама. Он улыбается ей: надрать этому монстру задницу. Чак Бок тоже подбадривает ее: мамочка, давай, сделай это. Мама идет вперед, когда монстр нападает. Все смотрят, как кулак врезается в землю, создавая ударную волну. Чак Бок кричит: мама. Отец говорит, поднимая кулак: это не имеет для меня никакого смысла. Зачем ты рискуешь своей жизнью, чтобы защитить свою семью? Он говорит с гордостью: у меня тоже есть семья, но твоя жертва кажется мне странной. Как родитель, я в приоритете для своей семьи, и мои дети подчиняются моим приказам. Он вспоминает Киганна и Дайен и продолжает: чтобы отплатить мне за то, что я их вырастил. Вот это и называется настоящей семьей. В этот момент сзади появляется мама Чака Бокса и говорит: это не семья. Ты обращался с ними как с рабами ради себя самого. Ты не заслуживаешь того, чтобы называться родителем. Она кричит, когда ее щупальца светятся и устремляются вперед. Отец стискивает зубы, вытаскивая кусок из чудовищного тела и защищаясь от ее нападения. Кусок тает, пока он говорит, как это раздражает. Он замахивается на нее рукой, когда она блокирует удар, а затем вонзает свою омертвевшую кисть в ладонь, прежде чем нанести удар по всей его руке, изрезав его со всех сторон. Она кричит: умри. В этот момент куски мяса хватают ее за ногу, и отец хватает ее. Он смотрит на нее и говорит со злостью: ты, крыса, ты испортила мне руку. Он начинает давить на нее и говорит: я раздавлю твои кости и внутренние органы. Она стонет, думая про себя: нет, я сейчас потеряю сознание. Внезапно отец теряет равновесие. Он падает, теряя контроль над мамой Чака Бокса. Он смотрит вниз и видит, что у него порезана нога. Это Гера кричит на маму Чака Бокса: проснись. Она смотрит на Геру, которая говорит: я выиграю немного времени, так что избавься от этого монстра. Пошевеливайся. Она смотрит на Геру и думает про себя: я собираюсь сделать это без твоего нытья. Она восстанавливает равновесие, присоединяясь к Гере, и они оба атакуют в лоб. Гамдал наблюдает за происходящим сзади и говорит с благоговением, хотя они потрясающие бойцы. Чак Бах говорит с уверенностью: мама и он точно победят. Гомдал отвечает: конечно, я тоже в них верю. Вдруг раздается голос: поиграй со мной. Они оборачиваются и видят, что это сын хозяина подземелья. Чак Бак узнает его и кричит: ты. Теперь мы видим, как мама Чака Бака сражается и думает про себя: я должна защитить ее, даже если мне придется рисковать своей жизнью. Она пронзает отца мечом и говорит: я должна вытащить отсюда свою семью. Хера сражается с монстром и думает: должна ли я взять Чака Бока и уйти отсюда? Она наносит удар монстру и думает: если я брошу этих двоих, я хотя бы смогу защитить Чака Бока. Между мамой Чака Бока и Хирой происходит диалог. Мама Чака Бока говорит: тем не менее я. Хира продолжает: но конечно. Мама и Хира кричат: я убью эту тварь и уйду отсюда вместе с тобой. Монстр рычит и бьет ногами по земле. Он рычит, а его отец говорит сверху: вы никчемные создания, все умрете из-за своего никчемного решения. Ребенок хозяина подземелья стоит в замешательстве, а Гомдал говорит: это ребенок. И что это за запах? Чак Бак говорит: Гомдал, это тот монстр, который меня беспокоил. Он отвечает: что? Она продолжает, широко раскинув руки. Он может вытянуть руки. Он ударил меня ими. Он смотрит на ребенка и говорит: ладно, предоставь это мне. Но он начинает беспокоиться и думает: но этот маленький монстр, кажется, злится. Монстр-ребенок стоит в стороне, вспоминая свою схватку с Чаком Боком. Чак Бок раздраженно высовывает язык, дразня ребенка, который бросается к ним. Гомдал замахивается ногой и говорит: уходи. Убирайся, малыш. Когда Гомдал говорит, ребенок замирает. Что за? Он гораздо слабее, чем я думал. Он вспоминает, как однажды уже видел такого слабого монстра. Как он мог оказаться здесь? Обычно монстры убегают, когда чувствуют опасность. Он смотрит на ребенка, размышляя: но почему он здесь? Ребенок смотрит на отца и говорит: давай поиграем. Отец смотрит на него, и ребенок продолжает: давай. Нет. Гомдал смотрит на ребенка широко раскрытыми глазами. Что ты сказал? Монстр стоит, а на земле кровь. Тира лежит на земле, прижавшись спиной к стене. Мама Мелакбока тяжело дышит, пока монстр держит ее в руке. Отец говорит, гордо выпрямившись: это реальность. Он смотрит на нее и говорит: неважно, чем ты пожертвовала ради своей семьи, или сколько новой силы в тебе скрыто, это ничего не меняет. Единственное, что у тебя осталось, это отчаяние. Но как ты можешь быть такой упрямой? Она рычит, и ее глаза светятся энергией. Отец смотрит на нее и говорит: твои глаза говорят мне, что ты не сдалась. Он открывает пасть монстра, и тот тянется к ней языком. Она рычит, и он говорит: а теперь убирайся. Внезапно в подземелье раздается голос: эй ты. Все оборачиваются на голос, который продолжает: отпусти мою девочку сейчас же, иначе твоему ребенку будет угрожать опасность. Гамдал держит ребенка хозяина подземелья, который вырывается из его рук. Чикбокс кричит: отпусти мою мамочку, ты большой дурак. Отец говорит, не обращая внимания: это должно быть ребенок хозяина подземелья. Что ты собираешься с ним делать? Кричит мама Чокбокса. Стой там, иди. Но Гомдал упрямо твердит, что он собирается делать с этим ребенком. Этот ребенок заложник. Говорит Гомдал, и ребенок начинает плакать. Отпусти мою жену прямо сейчас. Отец опускает взгляд и говорит: ты пытаешься вызвать у меня сочувствие? Бессмысленное занятие. Гомдал молчит, а отец продолжает:
ты ничего не изменишь, если вдруг. Его палец дергается. Он широко раскрывает глаза и думает, неужели мой палец? Гомдал продолжает, если ты так говоришь, то не будешь возражать, если я его ударю, верно? Ребенок говорит, поиграй со мной, мамочка. Гомдал смотрит на отца и говорит, серьезно. Ребенок повторяет, поиграй со мной, поиграй со мной, поиграй со мной. Тело отца начинает дрожать, и он думает, я теряю контроль над этим телом. Ребенок плачет и говорит, мамочка. Внезапно воспоминания хозяина подземелья начинают всплывать в голове отца. Он вспоминает, как хозяин подземелья держала ребенка за руку, кормила его и играла с его лицом. Слезы текут по лицу хозяина подземелья, и она говорит, мой малыш. Отец начинает беспокоиться и думает, неужели я теряю контроль из-за этих пустяковых эмоций? Это невозможно. Он теряет контроль над телом и думает, это тело действительно взволновано из-за ребенка. Это материнский инстинкт. Пусть будет так. Тогда я должен взять свое тело. Отец смотрит на свою руку монстра, а мама чокбокса исчезла. Он поднимает взгляд и видит, что она парит в воздухе. Он кричит «нет». Он вытягивает когти, но в этот момент она бросает топор ему в руку, и тот отрубает ее. Она кричит издалека «не смей». Мама Чака замахивается, и единственное, что может сказать отец, это «черт». И тут она наносит ему удар. История продолжается. Отец лежит на теле хозяина подземелья. Гамбл говорит, она сделала это. Ты лучшая мама, Чекбок. Гамбл говорит, наконец-то она избавилась от этой проклятой штуки. Отец смотрит на нее. Мама Чака смотрит на кусок мяса и говорит, теперь мне нужно только убить его. Она бросается к нему, но отец вонзает ей нож в ладонь. Она стонет и думает, его щупальце попало мне в руку. Отец прищуривается, и она думает, он ухмыляется. Ее когти светятся, когда она атакует его, но снаряд едва не попадает в нее. Она едва успевает увернуться, и Дайен появляется перед ней, защищая отца. Она обнимает отца, а мама Чака говорит с удивленным выражением лица, как оно еще может быть живым. Она стонет от боли и думает, мои щупальца пронзает невыносимая боль. Я должна сражаться. Она падает на землю и думает, почему именно сейчас? Черт возьми. Она стонет от боли, и Даон убегает. Гамдал кричит «берегись, детка». Она в замешательстве оборачивается и видит, что хозяин подземелья вот-вот упадет на нее. Он падает прямо на нее. Он встревоженно зовет ее «моя жена». Чакбек тоже встревоженно говорит «мама». Он продолжает искать ее и говорит «Онра, детка, Онра, где ты, Хера?» Они идут, и пыль оседает. Тут Чикбок кричит «Хера». Она ранена и истекает кровью, но отвечает Чикбоку «я в порядке». Она спрашивает Чикбока «ты в порядке?» Тот отвечает «да». Гамдал говорит «молодец, Хера, но где Чикбок, мама?» Она поворачивает голову и отвечает «прямо перед нами». Он смотрит вперед и говорит. Вокруг Чикбок мамы кружится пыль. Она смотрит вниз. Она стоит рядом с телом мастера подземелья, которая еще жива. Ее глаза светятся, когда она смотрит на него и думает, я скучаю по этому придурку, но бой наконец-то закончился. Мастер подземелья кашляет, и из его груди брызжет кровь. Ее когти начинают светиться красным. Она думает, если я избавлюсь от этого мастера подземелья, нам будет легче. Это шанс на всю жизнь. Она замахивается и говорит, я должна убить его. В этот момент ее руку хватает ребенок мастера подземелья. Он плачет и говорит, мамочка, поиграй со мной. Мастер подземелья видит своего ребенка и стонет, лежа на земле, мой малыш. Гам, куклы и Онра отворачиваются, а ребенок продолжает просить, мамочка, мамочка. Чикбок тоже смотрит на него, расстроенный ситуацией. Ребенок продолжает плакать и приставать к Чикбок маме. Она вздыхает, и ее щупальца со свистом выскакивает сбоку и пронзает монстра. Монстр стонет, и из него вытекает жидкость. Ребенок кричит «мамочка» и начинает бить ее. Чикбок поворачивается к Гамдалу и говорит «папа». Он улыбается и отвечает «не волнуйся, Чикбок, мама пытается помочь». Мама Чака Бока вытаскивает щупальца, а малыш продолжает плакать и бить ее. Тогда она кричит на него «хватит меня бить, мне же больно». Малыш всхлипывает и отворачивается. Мама садится и говорит «мой малыш». Слезы текут по его лицу, когда он подбегает к маме. Они обнимаются, и она крепко прижимает его к себе. Мама Чака Бока смотрит на них и думает, что они такие же, как мы. Она действительно страшный монстр, но она еще и мама, которая любит своего ребенка, как и я. Это правильно. Все кончено. Чак Бок мама говорит, все кончено. Она подбегает к маме и крепко обнимает ее. Мама обнимает ее и думает, боже мой, ты меня напугала, Чак Бок. Чак Бок широко улыбается и говорит, пойдем домой, мамочка. Она отвечает, пойдем домой, детка. Они выходят из подземелья, а хозяин подземелья остается с ребенком. Чак Бок машет монстру ребенку, и тот машет в ответ. Сцена меняется на Дайен и ее отца, и она спрашивает, ты уверен, что с тобой все будет в порядке, папа? Ты не поглотил хозяйку подземелья? Отец идет впереди нее в своем старом теле и отвечает, я в порядке. Я уже получил достаточно питательных веществ от других. Она опускает голову и спрашивает, что нам делать? Он вспоминает свою прошлую битву с мамой Чака Бока. Мы пойдем за этим монстром и ее дочерью. Она отвечает, но как? Мы даже не знаем, где они. Тебе ни о чем беспокоиться. У меня есть способ узнать, где они. Он вспоминает, как Чак Бок проткнул руку матери и говорит, все
Все, что мне нужно сделать, это вернуть свое тело. У меня нет руки, но я буду цел, потому что больше не буду зависеть от поглощения силы других. Расскажи об этом всем своим братьям и сестрам из племени каннибалов. Дайен выглядит испуганной, а ее отец продолжает: приведи ко мне эту мать и дочь. Теперь мы видим ночное небо в городе. По улицам бродят монстры, а Чак-Бак и его банда крадутся по ним. Кровь падает на землю, и монстр поворачивается к ним, но они уже ушли. Он бежит, а она истекает кровью. Они тяжело дышат, когда возвращаются домой. Гамдал стоит у стены и говорит: наконец-то мы дома. Мама Чак-Бок падает на землю, а Чак-Бок спрашивает: мама, папа, с вами все в порядке? Гамдал говорит: нет. В любом случае все в порядке. Чак-Бок поднимает руки, широко улыбается и говорит: да. Чак-Бок в полном порядке. Ее мама тоже говорит: я тоже. Тогда Гамдал оглядывается и говорит: подождите, где Хера? Она была прямо за нами. В комиксе Хера лежит лицом вниз в коридоре, а вокруг ее лица разбрызгана кровь. Чак-Бок говорит: боль, боль, уходи. Здесь нет боли. Мои руки — это исцеляющие руки. Он-Ра медленно открывает глаза и видит Чак-Бок. Она зовет ее Он-Ра. Он стонет и отвечает: сбитая с толку, она говорит: кто это? Я Чак-Бок Хера, ты не знаешь, кто я. Она плачет и трясет Он-Ру, которая стонет. Она говорит: Хира, не забывай меня. Не делай себе больно. Анара отвечает, но слишком поздно. Пока Чак-Бок продолжает: я хочу, чтобы тебе стало лучше. Анара отвечает, а потом слезает с меня и видит, что на ней только майка с Hello Kitty. Она отталкивает Чака-Бока, а по простыням размазаны ее сопли. Она спрашивает, где я. Чак-Бок отвечает, что это его дом. Твои родители помогли тебе, потому что ты потеряла сознание. Тогда она приходит в себя. Это кукла Гом. Он говорит: привет, Ра, ты проснулась? Чак-Бок очень волновался за тебя. Я рад, что ты очнулась. Он стоит в фартуке рядом с мамой Чака-Бока, которая смотрит на нее. Он говорит: давай поедим, если ты не против. Я приготовил кое-что вкусное. У Чака-Бока урчит в животе, и она тянет его за руку и говорит: пойдем, когда он проголодается, поедим вместе. Она молчит. В центре стола стоит кастрюля с раменом. Гамдал причмокивает, пробуя его. Слезы текут по его лицу, когда он говорит: вау, как вкусно. Чак-Бок наслаждается, а она говорит: я люблю рамен. Я никогда раньше не ела ничего подобного. Гамдал говорит: угощайся, милая. Это то, чего у нас больше не будет каждый день. Она отвечает, что так и сделает. Тем временем Хера смотрит на свою одежду. Она говорит: но что на мне надето? Где моя одежда? Чак-Б отвечает: мы постирали твою одежду. Это мамина. Тогда она говорит: это же детская одежда, обижая маму Чака-Бока, а Чак-Б улыбается и говорит: да, это детская одежда. Гамдал смотрит на них и думает: кстати, я не замечал, какая она мускулистая под пальто. Он продолжает, глядя на нее: у нее столько травм. Она необычный человек. Он вспоминает, как она боролась, и думает, что, конечно, была причина, по которой она была такой сильной. Он судорожно сглатывает, когда Чак-Бах прерывает ход его мыслей криком: спасибо за ужин. Он смотрит на нее и спрашивает: ты уже наелась? Она отвечает, улыбаясь: да. И она уже наелась. Она хватает Хира, когда говорит ей: Хира, давай поиграем после того, как ты закончишь. Продолжает она с широко раскрытыми блестящими глазами: мы собираемся поиграть в прятки в догонялки. Он обрывает ее на полусловие, когда она говорит, что мы не можем всего этого делать. Она опускает взгляд на свой чудовищный палец, который регрессировал. Говорит Чак-Бах: может быть, мы сыграем еще что-нибудь. Говорит Гамдал: Чак-Бах, папа и Хера поиграют с тобой, когда мы закончим трапезу. Она говорит: ура, наслаждайся, пока он продолжает, так что, может, ты досчитаешь до 100 в комнате, пока ждешь. Она взволнованно отвечает: сосчитай до 100. Хорошо. Она выбегает из столовой, когда он говорит: готово. Она заходит в комнату и начинает считать. Гера использует это время, чтобы высказаться. Я заметил, что ноготь у нее короче. Ты подстриг ей ноготь? Он отвечает во время еды: нет, это было на следующий день. Мы выясним, что это такое, когда доберемся до деревни. Однако племя каннибалов может преследовать мою жену и дочь по дороге в деревню. Он говорит так, словно вспоминает своего отца. Даже если мы доберемся до деревни, мы не сможем гарантировать нашу безопасность. Он наливает себе немного лапши и продолжает: вот почему я хочу спросить, сделай мне одолжение. Он протягивает свою миску, говоря это: я хочу, чтобы ты поехал с нами в деревню Надежды. Она ест лапшу, а он продолжает: конечно, мы компенсируем вам все, что сможем. Я просто хочу, чтобы вы защищали меня и Чак-Баха, пока мы не вернемся из деревни. Он улыбается и протягивает ей свою миску, спрашивая: что скажешь? Она откладывает свою миску и говорит: ты хочешь, чтобы я защищала тебя вместо твоей жены? Она берет его миску и отвечает: хорошо, я согласна. Потом, немного помолчав, добавляет: ты этого от меня ожидал. Она широко улыбается, доедая лапшу и суп. Дом кукла и Чак-Бах смотрит на нее, а она продолжает: может, ты и считаешь меня своим товарищем из-за того, что случилось в подземелье, но не обольщайся. Она смотрит на них и говорит: мне все равно, убьют вас или нет. Зачем мне вам помогать? Она пристально смотрит на них. Я пойду с вами, но буду защищать только Чак-Баха, как обычно. Чак-Бах сидит в ее комнате, пока она почти закончила считать. Он продолжает: остальное на тебе. Том кукла сразу соглашается:
Хорошо, делай как хочешь. Я сам о себе позабочусь. Это шокирует Чак Бахову маму. Она смотрит на него и думает, что ты такое говоришь? Ты не справишься один. Он замечает ее обеспокоенное выражение лица и с улыбкой отвечает: я справлюсь. Не волнуйся. Она смотрит на нее и думает: ты упрямая женщина. Почему она так одержима моей дочерью, как будто она ее собственная? Она подозрительно смотрит на нее. В этот момент из комнаты выходит Чак Бах. Она раздражена, когда говорит: вы все злые. Почему никто не приходит, чтобы найти меня? Гамдал отвечает: о боже, ты уже досчитал до 100? Она надувает губы в ответ: я уже закончил. Ложь — это плохо. Он отвечает: мне очень жаль, Чак Бок. Прости меня, ладно? Она надувает губки и прижимается к Гере, которая улыбается. Она говорит: тогда я буду играть только с Герой. Он тычет пальцем в ее пухлые щечки, когда она говорит: давай поиграем. Чак Бок отвечает: да. В этот момент мама тянет ее за руку. Она в замешательстве, но в этот момент он тоже хватает ее и тянет за собой. Она говорит, глядя на свою маму: в чем дело? Мама Чака отвечает: моя дочь. На что она отвечает: ну и что с того? Чего ты хочешь? Мама Чака Бокса злится, потому что думает про себя: если ты хочешь быть матерью, найди кого-нибудь другого. Она моя дочь. Мне определенно не нравится эта женщина. Они оба пристально смотрят друг на друга, пока Гамдал уплетает лапшу и думает: я чувствую огромное облегчение от того, что он едет с нами. Все, что нам нужно, это транспортное средство, чтобы добраться туда. Давай подумаем после того, как я закончу есть. Тем временем мы видим троих мужчин, которые гонятся за девушкой и кричат: ты сука. Остановись. Я же сказал тебе остановиться. Ты что, хочешь, чтобы тебя убили? У девочки в руках лом и какие-то бумаги. Она убегает в комнату, чтобы скрыться от них, а один из мужчин смеется и говорит: ты дурак. Она заходит в туалет с маленьким окошком и спрашивает: я что, только что зашел в туалет? Мальчик заходит в комнату и зовет ее: привет. Она испуганно оборачивается. Парень продолжает: иди сюда, если не хочешь, чтобы мы разбили тебе голову. Она роняет все свои бумаги. Резиновая кукла. Он рыщет по машинам, но ничего не работает. Он вылезает из машины, смотрит на нее и говорит: и это тоже. Как там? Она отвечает: нет. Он продолжает: мы проверили около 20 машин, но ни одна не заводится. Он чешет голову и говорит: мы уже проверили все машины в этом районе. Что теперь? Если мы пойдем дальше, то можем наткнуться на выживших. Он поворачивается к ней и говорит: пойдем. Он удивлен и спрашивает: правда? Это опасно, и ты еще не совсем выздоровела. Не обращая внимания, она отвечает: ну и что? Ты собираешься ничего не делать, пока Чак болен? Он молчит пару секунд, потом вздыхает и говорит: я пойду первым, а ты оставайся позади, раз ты еще не совсем здорова. Она смотрит на него, потом подходит и пинает его по ноге. Он стонет от боли. Что с тобой? Она отвечает: не нарывайся. Оставайся позади. Он говорит: просто скажи, не бей. Она снова пинает его по ноге, и он говорит: погоди, ты мне по кости попала. Он хромает и говорит: ай, что я тебе сделал? Он идет впереди, а она говорит: хочешь, чтобы я тебе ногу отрезала? Он тут же отвечает: нет, я хотел сказать, что сожалею. Она идет впереди, а он думает: я благодарен ей за помощь, но она слишком жестокая. Я могу умереть, прежде чем мы что-нибудь сделаем. Он думает о Чаке Бача, который сейчас развлекается с ее матерью. Гамдал вздыхает и говорит: ладно, неважно. Мне нужно найти машину, пока ей не стало хуже. Вдруг женский голос заполняет пространство. Нет. Гамдал и он, им будучи место Новорот йод номер, вздрагивают, когда голоса продолжают: помогите мне. Мужской голос отвечает: заткнись. Гамдал с беспокойством поднимает глаза и говорит: это что, женщина кричит? Крик женщины продолжается: пожалуйста, помогите мне. Он будучи место Новорот йод номер, смотрит на него, когда тот вдруг начинает двигаться. Она хватает его за воротник и говорит: ты что, забыл, зачем мы здесь? Почему ты вообще думаешь о том, чтобы помочь кому-то, когда сам слишком слаб, чтобы помочь себе? Она смотрит на него с гневом и говорит: просто сосредоточься на Чаке Бача, или мне конец. Понятно. Он будучи место Новорот йод номер, спокойно говорит: Яра, послушай меня. Она смотрит на него, он улыбается и говорит: у меня есть идея. Пожалуйста, просто выслушай меня. Она выглядит очень злой. На экране снова появляется молодая девушка. Она дрожит, связанная. Мужчины разговаривают между собой. Один из них спрашивает: ты проверил веревку? Другой отвечает: ты что, слепой? Посмотри сам. Тощий парень наклоняется к девушке и говорит: вот облом. Почему бы нам не повеселиться немного в награду за наше старание поймать ее? Лысый мужчина тут же возражает: нет. Она заложница, которую мы можем обменять на еду и надежду для деревни. Нам нужно только убить того здоровяка, который был с ней, и угнать его машину. Другой человек отвечает: а что, если в деревне она не нужна? Эти двое лыбятся как идиоты, а лысый говорит, что мы можем просто бросить ее, когда наиграемся. Тощий пускает слюни, хватает девчонок и говорит: если честно, я бы хотел, чтобы они отказались. Тогда ты будешь моей. Мы все получим эту машину. Внезапно за спиной тощего парня падает оружие. Он оборачивается, а гум-кукла легко удерживает лысого и мускулистого мужчину. Он смотрит на тощего сверху вниз и говорит: или ты сейчас же отдашь все, что у тебя есть, или больше никогда не сможешь жевать. Он бьет мужчину ногой в лицо, выбивая ему зубы. Они, избитые, окровавленные, выбегают из ванной. Лысый кричит: убирайся с дороги. Мускулистый тоже говорит: кто это, черт возьми? Внезапно лысого бьют по лицу. Мужчины смотрят, как гум-кукла говорит: что теперь? Она сжимает кулак и говорит: отдай все, что у тебя есть. Они нападают на нее, кричат: ты что, смерти ищешь?
Отдай все, что у тебя есть. Кукла снова бьет их, разбивая им лица. Затем сцена меняется. Маленькая девочка всхлипывает и говорит: «Спасибо вам большое». Гомдль говорит: «Я рад, что с тобой все в порядке. Как тебя зовут?» Она отвечает: «Меня зовут Янхи». Гомдль говорит: «А я Вон Ким», а она Хира Ли. Она говорит: «Спасибо, Хира». Не теряя времени. Гомдль говорит: «Кстати, Янхи, я подслушал ваш разговор. Вы из деревни Надежды?» Она отвечает, держа в руках документы: «Да, я оттуда». Он поворачивается к Хире и говорит с улыбкой: «Мы сделали правильный выбор, правда?» Он раздраженно продолжает говорить: «Но нам, к счастью, удалось спасти одного из жителей деревни, так что успокойся». Янг Хи присоединяется к разговору и спрашивает: «Вы ищете нашу деревню?» Он отвечает: «Да, у нас есть дела в деревне». Ее глаза загораются, и она говорит: «Значит, вы идете в деревню Надежды. Таким сильным людям, как вы, всегда рады в деревне Надежды». Они смотрят на нее, а она продолжает взволнованно говорить: «Я впервые вышла, чтобы рассказать о нашей деревне, но я не ожидала встретить таких надежных людей, как вы. Это определенно судьба». Она широко улыбается, протягивая им листовку, и говорит: «Я уверена, что нашему директору и инструктору понравится, что вы в нашей деревне. Это листовка, которую я сама сделала». Он берет листовку и думает: директор и инструктор. Внезапно его лицо мрачнеет, когда на них нападает высокий мужчина. Он блокирует его атаку своим топором, и мужчина говорит: «Ты тоже с ними?» Гомдл защищает Янг Хи, а мужчина говорит: «Она моя семья. Верни ее немедленно». Он замахивается своим оружием, похожим на лопату, и говорит: «Если нет, я разрублю тебя на куски. Верни ее мне». Янг Хи быстро вмешивается: «Инструктор, подождите». Она подходит к нему и продолжает: «Они спасли меня. Мне очень жаль. Я должна была быть осторожнее». Инструктор смотрит на нее, потом улыбается и говорит: «Все в порядке. Я рад, что ты не пострадала». Он улыбается Гомдалу и говорит: «Извините за то, что произошло». Гомдал отвечает: «Все в порядке». Но тут его внимание привлекает что-то еще. Инструктор обращается к Янг Хи, которая дрожит. Инструктор говорит: «Все в порядке, Ян Хи. Я же просил тебя внимательно следить за мной». Она отвечает, дрожа всем телом: «Мне очень жаль. Это был мой первый раз. Такого больше не повторится». Внезапно она вскрикивает от боли, когда инструктор сжимает ее плечо. Он говорит со странной улыбкой на лице: «В следующий раз держись поближе ко мне, пойми. Ты же знаешь, я не люблю повторять одно и то же дважды». Говорит она, а он все крепче сжимает ее плечо. «Инструктор, это больно. Прости меня». Внезапно она расслабляется. Она поднимает глаза. Инструктор смотрит прямо перед собой, когда говорит: «Что ты делаешь?». Он делает паузу, когда говорит: «Почему ты схватил меня за руку?». Гомдал стоит позади Ян Хи и крепко сжимает руку инструктора. Инструктор говорит, что мне неинтересно держаться за руки с мужчинами. Он сжимает кулаки так же сильно, как Хира, и одновременно отводит свой топор в сторону. Янг Хи оглядывается на Гомдала, когда говорит: «Мистер». Сцена становится напряженной, но именно в этот момент он широко улыбается. Он начинает пожимать руку инструктору, одновременно отталкивая Ян Хи с дороги. Он говорит: «Боже мой, неужели ты тот самый инструктор из деревни Надежды? Мне так приятно с тобой познакомиться». Продолжает он: «Я много слышал об этой деревне от Ян Хи». Она смотрит на него с растерянным выражением лица, пока он продолжает. Я был впечатлен ее речью. Она проделала фантастическую работу по продвижению деревни и постоянно рассказывала нам, какой замечательный у нее инструктор. Инструктор смотрит на нее, когда говорит: «Не так ли?». Она вздрагивает, но затем набирается смелости и кивает сияющими глазами. Он пристально смотрит на нее и говорит: «Я вижу». Вот тогда-то он и смеется, когда говорит: «Где же мои манеры? Меня зовут Сью Мин Бэк. Я инструктор в деревне Надежды». Гамдал смеется, когда отвечает: «Меня зовут Вун Ким». Затем он думает: это сработало. Теперь можно спросить. Он говорит: «Инструктор Бэк, можно ли моей семье приехать в вашу деревню?» Инструктор с любопытством спрашивает: «А кто еще с вами?» Гамдал указывает на Хи, который удивленно говорит: «У меня есть жена, она рядом со мной, и дочь». Он продолжает: «Моя дочь больна. Как вы думаете, моя дочь сможет вылечиться в вашей деревне?» Он смотрит на Гамдала, который испуганно потеет. Инструктор с улыбкой отвечает: «У нас в деревне есть врач, который может ее осмотреть, но проблема в том, что вам нужно заплатить за вход». Гамдал улыбается и говорит: «Не беспокойтесь. Мы уже подготовились». Инструктор отвечает: «Я рад это слышать». Он поворачивается и говорит: «Я должен сообщить об этом в деревне. Итак, давайте встретимся завтра перед этим зданием», отвечает Гамдал. «Хорошо, спасибо», говорит инструктор девушке, и она бежит за ним. Они уходят, но Ян Хи на мгновение останавливается. Она поворачивается к Гамдалу, кланяется в знак уважения и благодарности. Он машет ей в ответ, улыбается и думает: какой удачный день. Теперь Чакбак сможет вылечиться. Он оборачивается и говорит: «Хи, нам пора идти». В этот момент она подходит и пинает его в ногу. Он падает на землю и кричит от боли: «Что с тобой?». Хи смотрит на него и говорит: «Твоя жена. Ты что, хочешь умереть?». Гамдал, все еще лежа на земле, продолжает говорить, постановая: «Подумай об этом. Это был единственный способ, чтобы они нас не заподозрили». Она отталкивает его, говоря, что: «Ты, честно говоря, совсем не в моем вкусе». Он недоверчиво отвечает:
Ты, должно быть, шутишь. Инструктор и Ян Хи идут, когда в его руке начинает пульсировать боль. Он смотрит на свою руку и думает, что у этого парня сильная хватка. Он вспоминает, как Гамдал держал его за руку и думает про себя: я могу сказать, что я самый сильный, но он был на другом уровне. Он вспоминает свою схватку с Хера и думает, что у его жены хорошее чутье. Я могу сказать, что она привыкла к таким схваткам, как и я. На его лице появляется ухмылка, когда он думает: оба они таланты, которые нужны нашей деревне, и я не должен их потерять. Основатель будет рад это услышать. Ян Хи идет позади и думает: я все объясню им про нашу деревню, когда они придут. Не могу дождаться завтрашнего дня. На следующий день Хера кричит на Гамдала: ты, ленивый Гамдал, еще не закончил? Он смотрит на нее, собирая вещи. Подожди, я почти закончил. Мне только нужно собрать кое-какую одежду для Чекбока. Она смотрит на него и отвечает: нам нужны самые необходимые вещи, так что ничего не оставляй. Тогда он поворачивается к маме Чекбока и говорит: эй, ты перевязала ей палец? Она сидит с Чекбоком, у которого забинтован палец. Мама пишет на своей ладони: ты собрала все, что нужно? Она отвечает: да, собрала. Все еще волнуясь, она продолжает: тебе еще что-нибудь нужно? На что Чакбок отвечает: все в порядке. Я все упаковал. А потом она спрашивает: а что, если там много плохих людей? И Чакбок отвечает: не волнуйся, Хайра их всех побьет. Она продолжает: подожди, а что, если ты будешь спать? Тебе нужна колыбельная перед сном. Чакбок отвечает: да, я плохо сплю по ночам. Она радостно улыбается и говорит: точно. Ты тоже думаешь, что мне стоит пойти с вами, да? Чакбок отвечает: да, ты можешь пойти с нами. Тут вмешивается Гамдал: о чем ты говоришь? Ты знаешь, что мама расстроится, если ты пойдешь с нами, но Гамдал, понимая, что жена волнуется, пытается ее успокоить. Он говорит: не волнуйся, мы же не навсегда туда уходим. Она смотрит на него, и он продолжает: я понимаю, почему ты волнуешься, ведь мы никогда раньше этого не делали, но мы скоро вернемся. Он берет ее за подбородок и говорит: просто подожди нас здесь. Она медленно открывает рот и говорит: обещай. Гамдал смотрит на нее, она берет его за руку и продолжает: обещай, что скоро вернешься. Он отвечает: обещаю. История продолжается. Семья мамы отправляется в путешествие, а мама стоит полностью обнаженная. Она говорит: я чувствую, что оно там, внутри меня. Папины щупальца шевелятся внутри меня. Сцена переключается на папу, у которого светятся глаза. Он бормочет: нашел. Приготовьтесь все. Дайен и остальные дети стоят перед ним, и она говорит: да, папа. Теперь мы видим деревню. В ней строятся новые здания и прокладываются линии электропередач. В деревню въезжает фургон. Инструктор сидит за рулем и говорит: похоже, что жители деревни собрались здесь, чтобы поприветствовать нас. Когда ты выйдешь, пожалуйста, оставь свой багаж в машине. Ты получишь все это обратно позже. Куколка из жевательной резинки кивает, садясь вместе с героем Чаком Бахом на заднее сиденье фургона. Он смотрит на Геру и разговаривает с ней глазами. Мы наконец-то прибыли в деревню, но я не могу терять бдительность. Мы должны действовать, сообща Гера. Гера оглядывается назад и отвечает: мы должны? Я думаю, ты намерен действовать. Чак Бок сосет свой большой палец, когда она говорит: восхитительно. Гумдал смотрит на Чака Бока и говорит: помнишь, что я тебе говорил? Она в замешательстве, когда он говорит: ты же знаешь это. Она на мгновение приходит в замешательство, когда говорит: да. Она внезапно поворачивается к нему и говорит: мамочка, мне страшно. Гамдал говорит, что это моя девочка. Чак Бах смотрит на нее, когда она говорит: мамочка хочет большего, и это заставляет ее покраснеть. Гамдал шепчет сзади: давай же, он сказал, что мы тренировались минуту назад. Она краснеет, когда наконец заговаривает: все в порядке, милая. Твоя мамочка будет защищать тебя до самого конца. Чак Бокс широко улыбается, когда она говорит хорошо, а кукла смотрит на нее и думает: но она плохо играет. Как это может быть так сложно? В этот момент фургон останавливается, и инструктор говорит: хорошо, можешь выходить. Дом Дол, Чак Бах и Он Ра выглядят напряженными. Задняя дверь фургона открывается, когда их приветствуют люди. Когда один человек говорит привет, начинается беспорядочная суматоха. Другой говорит, что он огромный. К разговору присоединяется еще один человек: я тоже хочу посмотреть. Гамдал поворачивается к инструктору и спрашивает, что это такое. Инструктор улыбается и отвечает: ты, наверное, удивлен, но не принимай это близко к сердцу. Люди стоят с широкими улыбками на лицах, а он продолжает: они собрались здесь, потому что им очень любопытно, так что считайте это традицией нашей деревни. Молодой человек тоже стоит в толпе и говорит маме: они все хорошие люди, так что не нужно чувствовать себя неловко. Гомдал и Хера с недовольным видом думают, что это действительно неудобно. Хера тоже думает про себя, это раздражает. В этот момент директор говорит: я приветствую вашу семью. Они все поворачиваются к директору, который стоит в толпе. Я директор и глава этой деревни Хён Джун Ким. Рад с вами познакомиться. Он улыбается им, затем показывают женщину, которая с трудом несет сумку Гамдала и говорит, почему она такая тяжелая. Пара тоже улыбается друг другу. Гамдал идет за директором со своей семьей и говорит: здесь такая домашняя атмосфера и здесь так много жителей. Директор смеется и отвечает: это обычное дело для нашей деревни. Гамдал с тоской говорит: я рад за них. Я уже давно не чувствовал такой атмосферы.
Директор отвечает, неужели? Он гордо продолжает, это результат искренних надежд наших людей за последние 5 лет с момента основания деревни. Сначала люди не могли улыбаться, как сегодня. Они бы легко справились и решили проблему. Он молчит, как будто у него во рту жвачка, и с улыбкой отвечает. Должно быть, это было нелегко. У тебя, наверное, было много забот, раз ты смог их уговорить. Директор идет впереди и говорит, не могу сказать, что это было легко, но... Он улыбается, оборачивается и продолжает, теперь они члены нашей семьи. Гэра смотрит на него с подозрением. Она сжимает руку Чака, а директор продолжает. Боже, надеюсь, я не отнял у тебя много времени. Надеюсь, ваша дочь скоро поправится. Спасибо, говорит Гамдал. В этот момент директор останавливается и говорит, вот мы и пришли. Гамдал в шоке, потому что они оказались в обшарпанном месте, где на двери висит простая бумажка с надписью «Больница». Директор говорит, выглядит немного убого, но это кабинет нашего доктора. Понятно, отвечает Гамдал. Директор поворачивается, чтобы уйти, а Гамдал улыбается и говорит, большое вам спасибо за помощь. На что он отвечает, пожалуйста, заходите и поговорите с ним. Гамдал улыбается, но потом его улыбка исчезает. Он думает, что-то здесь не так. Что это за место? Он смотрит на нее и говорит, эй, Гамдал, ты чувствуешь то же, что и я, да? Да. Он вспоминает вход. Вход не охраняется, и там нет света, чтобы отпугивать монстров. Он вспоминает людей. Более того, никто не вооружен. Он говорит, в этой деревне нет нормальной охраны. Он открывает дверь в кабинет врача и говорит, сейчас давайте сосредоточимся на лечении. Мне все равно, какая это деревня, лишь бы Чак мог вылечиться. Они смотрят вперед, но вокруг кромешная тьма. Гамдал идет впереди и говорит, что это? Почему здесь так темно? Они медленно идут за ним, но внутри темно, и где же доктор? Они заходят в комнату. Он пытается включить свет, но ничего не получается. Почему они построили это в подвале? Гамдал говорит, это то самое место? Чак Бах тоже идет вперед, но вдруг спотыкается обо что-то. Она вскрикивает «Ай!». Гамдал спрашивает «Ты в порядке?». Она отвечает, плача «Нет, не в порядке». Она смотрит вперед. И тут на нее смотрят красные глаза, и он говорит «Кто ты?». Она в ужасе широко раскрывает глаза, а ее палец начинает дрожать. Она медленно говорит «Уходи». Он уходит, и тут ее коготь вырывается наружу, она направляет его на мужчину и кричит «Убирайся». Она пронзает мужчину когтем, и он стонет от боли. История продолжается, и инструктор говорит директору «Что вы думаете?». Он отвечает «Ну, я пока не уверен». Они смотрят вниз, и он продолжает «Давайте посмотрим, как они справятся с заданием на сегодняшнем мероприятии». Инструктор удивлен и спрашивает «Вы собираетесь проверять их так же, как остальных?». Он отвечает «Вы же знаете, что это идеальный и единственный способ проверить людей». Инструктор говорит, глядя на работающих людей, «Но что, если они откажутся, даже если пройдут тест?». Директор отвечает «Мне вообще нужно отвечать на этот вопрос?». Ян машет ему рукой, он машет в ответ и продолжает «Мы можем убить их и просто снять с них кожу. Этого будет достаточно». Он гордо выпрямляется и продолжает «Ой, будь добр с девочкой, которая пришла с парой, потому что наша основательница с нетерпением ждет встречи с ней». Инструктор отвечает «Понял». Затем он спрашивает «Ты же не будешь бить ее, как других детей?». Инструктор смеется «Конечно нет». В этот момент мужчина кричит «Скажи мне». Он хватает другого мужчину, который держит куклу Гом. Тот спокойно отвечает «Успокойся, приятель. Ты сейчас устраиваешь сцену». Он сжимает рубашку и говорит вы все знаете, о чем я говорю». Он достает нож и кричит «Скажи мне, как мне избежать встречи с монстрами». Другой мужчина спокойно отвечает «Я уже говорил тебе». «Я не знаю». Директор наблюдает сверху, его взгляд становится напряженным, и он говорит «Я вижу, у нас много иностранцев, которые впервые в нашей деревне». Он делает паузу и говорит «Я с нетерпением жду вечера». Чак Бок замахивается, чтобы ударить мужчину под кроватью, когда Гом и он поворачиваются к ней. В этот момент мужчина хватает ее за руку и говорит с яростью в глазах «Что ты делаешь?». В этот момент кто-то хватает его сзади. Он в шоке смотрит на нее и говорит с топором в руке «Кто ты, черт возьми?». Она стягивает с него одеяло, и мужчина с плюшевой игрушкой дрожит и говорит «Я врач». «Но зачем ты пришел сюда?». Гера смотрит на него с раздражением. Гамдал и Чак Бок садятся на колени, и Гамдал говорит «Мы очень сожалеем о том, что произошло. Я и представить себе не мог, что кто-то будет спать в таком месте». Доктор начинает спокойно, но потом раздражается, когда говорит «Так, значит, ты говоришь, что это не твоя вина, потому что это я решил спать в таком месте». Гамдал отвечает «Нет, я не это имел в виду». Он продолжает «Боже, люди теперь относятся ко мне как к мусору, с тех пор, как мир сошел с ума». Он смотрит на свою куклу, которую проткнул Чак Бак, и говорит «Что ты собираешься делать с моей куклой?». Гамдалу становится неловко, когда он снова говорит «Моя подушка». Гамдал отвечает «Я обещаю, что когда-нибудь возмещу ущерб». Он думает про себя, он какой-то странный. Тогда У продолжает «Конечно, ты должен возместить ущерб за мою подушку, но эти двое должны немедленно извиниться передо мной». Гамдал смотрит на Хиру и Чака Бока. Они сидят с недовольными лицами, когда он говорит «Ну же вы тоже. Попросите у него прощения». Хера и Чак Бок поворачиваются к О, который смотрит на них с раздражением. Тогда Хера и Чак Бок говорят с сердитым видом «Извините». О еще больше злится и кричит «Убирайтесь отсюда. Никакого лечения не будет». Девочки продолжают смотреть на него, а Гамдал говорит «Доктор, пожалуйста». Они просто плохо
плохо извиняются. О скрещивает руки на груди и говорит: чепуха. Просто убирайтесь отсюда. Я снова пойду спать. Тогда Гамдал говорит: тогда посмотри на это. Он говорит спокойно и растерянно: я сказал, уходите. Вы что, смеетесь надо мной? Внезапно его глаза расширяются. Он разворачивает чудовищный палец Чака Бока. Он осматривает ее палец и прикасается к нему. Чак Бок лежит на кровати и говорит: я должно быть слишком долго живу, раз вижу такое. Дом Дол обеспокоенно спрашивает, как она. Он отвечает: я точно знаю одно. На его лице появляется улыбка, но тут же исчезает, когда он говорит: я понятия не имею. Гера хватает его за воротник, когда он начинает ерзать. Пожалуйста, успокойся, продолжает он. Это потому, что у нее редкий симптом. Люди заражаются, если их укусили или если на рану попала кровь монстра. Чак Бок сжимает пальцы, когда говорит, но на ее теле нет никаких отметин или шрамов. Я никогда такого не видел. Он осматривает ее руку и говорит: к счастью, сейчас с ее телом все в порядке, но я не могу сказать, так ли будет всегда. Посмотрим, как все сложится, пока ты будешь жить в деревне. Гумдал беспокоится, вспоминая, как мама Чака Бока кормила его грудью, когда он был ребенком. Затем он вспоминает, как она обнимала его и Чака Бока. Наконец он говорит: доктор, пожалуйста, не могли бы вы сохранить в тайне состояние моей дочери? О отвечает: это запрещено, но поскольку я хочу узнать больше о состоянии вашей дочери, я сделаю это. Чак Бок берет Гумдал за руку, когда она говорит: папа, это из-за меня. У меня что-то не так? Он тут же хватает ее за руку и говорит: пойдем на улицу. Гумдал и он выходят на улицу, а Чак Бок играет в песке. Гумдал улыбается, продолжая строить гору. Он говорит с улыбкой: я правда думал, что мы сможем найти способ вылечить ее здесь. Он чешет затылок и продолжает: мы многое пережили, чтобы привести сюда Чак Бок. Так что я не могу сообщить эту новость своей жене. Когда он говорит, он вспоминает Чак Бок, которого видел раньше. Когда Чак Бок увидел меня с обеспокоенными глазами, я не смог сказать ей, что с ней все будет в порядке. Он хватается за голову и говорит, что другого выхода нет, и я ничего не могу для нее сделать. Что же мне делать? Вот когда он заговорит, просто оставайся с ней. Она встает и продолжает говорить: даже если ты оказался в наихудшей ситуации и выхода нет, ты должен поддержать своего ребенка, чтобы он не упал. Она идет к Чукбаку, поддерживая падающую гору песка, и говорит: это то, что родители должны сделать для своего ребенка. Гамдал смотрит на нее, не в силах вымолвить ни слова. В этот момент он хлопает себя по лбу и вскакивает. Хорошо, давай двигаться. Она говорит: есть какие-нибудь идеи? Он отвечает: нет, но нам нужно копать, если мы хотим что-то найти, верно? Давай пошевеливаться. Мамочка, он прав. Она смотрит на него снизу вверх, когда говорит: так намного лучше. Чак Бок тоже соорудил гору странного вида, как она говорит, это выглядит великолепно. Гумдал берет ее на руки и говорит: хорошо, поехали. Чак Бок смотрит на него, когда она говорит: я голоден, на что он отвечает: тогда давай поедим. Но нам нужно найти кафетерий номер 1. Ян Хи видна на заднем плане, когда она наблюдает за ними. Ян Хи наблюдает за ними, когда она погружается в воспоминания. Директор школы стоит перед ней, когда она просит его об одолжении. Он отвечает: да, это довольно просто. Не мог бы ты присмотреть за семьей, которая приехала сегодня? Она отвечает: я могу, но почему? Инструктор тоже стоит позади него, пока он продолжает: я хочу убедиться, что они не представляют угрозы для нашей деревни. Они идут к врачу, так что вы сможете их найти. Она говорит: хорошо, и он гладит ее по голове со словами: я на тебя рассчитываю. Она гордится собой и думает: директор доверяет мне. Он смотрит на нее и улыбается: если что-то случится, ты должна будешь рассказать мне все в подробностях. Она отвечает: хорошо, считайте, что это уже сделано. Сцена переключается на Ян Хи, которая подглядывает за Чаком Баком из окна. Она видит свой палец. Сцена переносится в настоящее время, и она думает: это был не порез, а палец монстра. Директор ожидал этого и отправил меня сюда. В любом случае, я должна ему рассказать. В этот момент ее хватают сзади. Она в шоке отпрыгивает и оборачивается. Это ее мама. Она говорит с беспокойством: ты меня напугала. Что ты здесь делала? Ян Хи избегает ее, когда она говорит: я просто гуляла. Почему? Ее мать смотрит на нее и сердито говорит: хватит врать. Зачем ты шпионила за этой семьей? Она все еще избегает ее, говоря: о чем ты говоришь? Я ни за кем не шпионила. На лице ее матери появляется хмурое выражение, и она говорит: это директор попросил тебя сделать. Лицо Ян Хи вытягивается, когда ее мама злится еще больше. Я же говорила тебе не слушать его. Ты заставила меня волноваться, когда ушла из деревни. Почему они все время просят тебя что-то сделать? Ян Хи перебивает ее: хватит. Она сердится и говорит: это было мое решение, включая то, что я вышла за пределы деревни, чтобы нас продвинуть. Хватит винить директора. Она сжимает кулаки, когда говорит: я тоже из этой деревни. Я собираюсь стать таким же нужным человеком, как ты. Она смотрит прямо на нее и говорит, что я получу от директора чудо, как и ты. И тут ее мать бьет ее по голове. Она начинает бить ее, приговаривая: сколько раз я тебе говорила, что это не чудо. Думаешь, мне это нравится? Ян Хи убегает, а ее мать кричит: вернись. Она оборачивается и говорит сквозь слезы: я просто хочу, чтобы у меня была цель. Так что, как и твоя мама, я должна позволить тебе это. Папа бы мной гордился. Ее мать приходит в ярость, поднимает камень и бросает в убегающую Ян Хи. Она кричит ей вслед: я тебя так отлуплю, когда поймаю. Она смотрит на дочь и говорит: пожалуйста, послушай свою мать.
В этот момент порыв ветра обнажает ее руку без кисти. Гамдал сидит с напряженным лицом и говорит: «Я и представить себе не мог, что снова попробую это». Передо мной стоит поднос с едой, и я говорю: «Какой чудесный колбасный суп». Он продолжает: «Может, нам остаться в этой деревне навсегда?» Чак Бокс сидит напротив него и отвечает: «Да, я приведу сюда свою маму и буду жить с ней». Он смотрит на него и говорит: «Это была шутка, я никогда так не сделаю». Она отвечает: «Нравится тебе это или нет, но это место не подходит для Чак Бо». Она гладит Чак Бо по голове и думает: даже врач не знает о моем симптоме. Она вспоминает маму Чак Бо, когда та говорит: «Если что-то случится с Чак Боком, я это сделаю». Она замолкает на полуслове, представляя, как убивает ее. Именно в этот момент человек говорит: «Могу я присоединиться к тебе?» Они поднимают глаза и видят директора школы. Он говорит: «Тебе нравится твоя еда?» Гамдал отвечает: «Да, мне нравится эта еда». Директор отвечает: «Это только потому, что у нас есть ранчо и фермы. В следующий раз я покажу тебе окрестности». Гамдал отвечает: «Это напоминает мне о том, насколько велика деревня. Кстати, у вас здесь есть электричество?» В кабинете врача оно не работало, отвечает директор, внимательно слушая. «Здесь довольно темно, не так ли? У нас не хватает генераторов, поэтому мы используем их только в случае крайней необходимости». Он вытирает лицо, когда говорит: «В любом случае, как прошел осмотр в кабинете врача?» Гамдал улыбается. Доктор сказал, что ему нужно больше времени. Директор смотрит на Чака Баха, а затем на свой палец. Затем он говорит: «Как насчет того, чтобы сегодня вечером прогуляться за пределы деревни?» Гамдал в шоке: «Прости, но ночью?» Он отвечает: «Да». Затем он смотрит на Гамдала и говорит: «На самом деле, раз в неделю мы выходим за пределы деревни, чтобы купить немного еды. Нам нужно большое количество еды, потому что здесь так много жителей деревни», отвечает Гамдал. «Я понимаю, но почему именно ночью? По ночам появляются монстры». Вот тогда-то директор и говорит: «Вот почему мы выходим на улицу поздно вечером». Гамдал и Хера смотрят на него с растерянными лицами, а он продолжает: «Как ты знаешь, монстры выходят на улицу и передвигаются по ночам. Пока они это делают, мы можем зайти внутрь здания и взять немного еды и припасов. Это довольно просто». Так вот, значит, когда он говорит, что это правда, ты, наверное, думаешь, что ты очень смешной. Как ты собираешься пройти через всех этих монстров и остаться в живых? Она смотрит на него с серьезным лицом и говорит: «Хватит нести чушь». Гамдал начинает волноваться и поворачивается к директору. «Извините, она немного чувствительна из-за». Директор отвечает: «Я понимаю, но это не шутка». Он говорит так же тихо, как Гамдал думает про себя. «Если это не шутка, значит, он имеет в виду, что мы можем пройти через всех этих монстров целыми и невредимыми?» Он улыбается: «Вы сами увидите. Сегодня вечером я покажу вам чудо дня еды». История продолжается. Чак Бок стоит с палкой в руке и говорит: «Прошло 20 лет с тех пор, как мы виделись в последний раз». Она указывает на песчаного монстра и говорит: «Враг Гомдала». Она бросается на него и кричит: «Это за Гомдала». Она разбивает песчаного монстра. В этот момент песок попадает ей в глаза, и она плачет: «Мои глаза. Как ты посмел?» Хера садится рядом с Гамдалом и говорит: «Ты веришь тому, что сказал этот сумасшедший старик?» Он отвечает: «Не нужно быть таким саркастичным». Он продолжает: «Разве ты не видишь, что я пытаюсь ухватиться за соломинку?» Он может врать, но есть шанс найти способ вылечить ее. Она молчит, и он говорит: «Если то, что он сказал, правда, стоит проверить». Чак Бок продолжает играть, а он говорит: «Ты сам по себе». Разочарованный он отвечает: «Ты можешь хотя бы пожелать мне удачи? Я стараюсь изо всех сил». Он расстроен и говорит: «Я забыл». Ты, наверное, не представляешь, что чувствуют родители. Он смотрит на нее, ожидая, что она ударит его, и говорит: «Ты права». Это не то, что могут сказать не родители. На ее лице появляется грустное выражение, и она говорит: «Давай я буду ждать хороших новостей». Он отворачивается и говорит: «Не волнуйся, я сделаю все, что нужно ради Чака Бача». Сейчас ночь, думает Гамдал, и я со своим длинным языком. Директор школы стоит перед ним в мантии, вздыхает и говорит: «Оглянись вокруг. Чувствуешь свежий ночной воздух?» Он продолжает, показывая заброшенный город, мир под лунным светом и приятный ветерок. Затем появляется толпа людей. Они дрожат от звуков монстров, и он говорит: «Как вы себя чувствуете?» Все. Монстры кружат вокруг них, и он продолжает: «Разве не приятно прогуляться ночью?» Гамдал идет и думает: какая чушь. Он оглядывается и говорит: «Монстры кружат вокруг людей в красных плащах, но не нападают». Кто-то прикасается к монстру, и он размышляет: это из-за их плащей? Они даже прикасаются к монстрам. Затем раздается детский голос. Гамдал оборачивается и видит, что женщина привела с собой ребенка. Малыш спрятан под плащом женщины. Она с улыбкой говорит: «Да, твоя мама здесь, милый». Он в полном шоке и думает: неужели это происходит на самом деле? Как они могли привести сюда своего ребенка? Он идет и продолжает думать: не могу поверить, что эти мерзкие монстры не нападают на нас, но одно я знаю точно. Он смотрит на директора и говорит, что директор что-то знает о монстрах. Затем сцена меняется. Двое мужчин дерутся из-за банки с едой, и молодой человек вырывает ее у пожилого, говоря: «У тебя есть доказательства? Отойди, старый хрыч». Старик злится и говорит: «Повтори это еще раз, малец». Еще двое мужчин дерутся из-за бутылки, и директор говорит: «Кажется, всем весело». Инструктор спрашивает: «Сэр, вы собираетесь начать прямо сейчас?» Он улыбается и отвечает: «Конечно, сейчас идеальный момент».
Он поднимает руку и с улыбкой говорит: «Сейчас я покажу вам чудо». Он щелкает пальцами, и монстры начинают нападать на всех. Гамдал смотрит вперед, когда монстры бросаются на него. Монстры хватают всех людей и начинают пировать. Директор стоит в стороне и говорит: «Я уже не в первый раз это вижу, но мне все равно нравится наблюдать». Он продолжает, глядя, как люди кричат от боли. Посмотрите на них. Эти жалкие и беспомощные создания, известные как люди. Женщина молит о пощаде, стоя на коленях, а он говорит: «И те, кто просит пощады перед лицом страха». Он широко улыбается и говорит, однако в то же время их невинное поведение очаровательно. Мать Янхи тоже стоит рядом с ним и молчит. Директор говорит: «Но я не вижу ничего особенного в том парне, которого вы выбрали, инструктор. Возможно, вы теряете хватку». Тогда инструктор говорит: «Сэр, посмотрите внимательнее». Он смотрит вперед, и его глаза расширяются. Одного монстра за другим отбрасывает с разбитыми лицами, а Гамдал стоит в центре всего этого. Он кричит: «Убирайтесь, твари!» и отбивается от них спиной. Он думает, что происходит. Почему они вдруг напали на нас? Он смотрит на людей в красных капюшонах, но они просто стоят и смотрят. Неужели это был их план? Он отбрасывает нескольких монстров и думает: «Я знал, что это будет опасно, но это уже слишком. Их слишком много. Сможет ли он выбраться?» Он смотрит на свою руку, в которую вцепился монстр. История продолжается, и Гамдал тут же отбрасывает монстра. Он смотрит на свою руку и видит, что его куртка порвана, а под ней повязка. Он вздыхает, и тут раздается голос. Монстр вытирает лицо и говорит: «Черт, больно, ты жирный придурок». Гамдал в шоке: «Ты что, со мной разговариваешь?» И тут на него нападает еще одна стая монстров. Он сражается с ними, но их становится все больше и больше. Директор смеется, а инструктор говорит: «Что случилось?» «Я просто контролирую свой смех», отвечает он. «Ничего особенного. Просто я давно не видел никого настолько интересного». Он улыбается, и у него изо рта капает слюна. «Теперь я понимаю, почему он тебе нравится». Он смотрит на Гамдала и продолжает. Он отбивается от монстров одним рюкзаком. Это превзошло мои ожидания. Интересно. Но тут он улыбается и говорит: «Однако». Монстр хватает рюкзак Гамдала, и его окружают монстры. Директор говорит: «Количество имеет значение в любой битве». Гамдал стискивает зубы, и директор говорит: «Думаю, этого достаточно». Он собирается остановить монстров, но его глаза расширяются от удивления. Монстры падают один за другим. Гамдал держит фонарик в одной руке и рубит монстров топором Хира. Он думает: «Я и не знал, что этот топор может так пригодиться». Он светит фонариком, но этого недостаточно, чтобы выбраться отсюда. Он тяжело дышит и думает: «Их слишком много. Они исцеляются, потому что я не могу попасть в их жизненно важные точки». Монстры приближаются к нему. Он стискивает зубы и говорит: «Я не выберусь отсюда, если не смогу их остановить». «Сосредоточься, куколка». Он стоит, окруженный монстрами, и уже готов сдаться. Он вспоминает свой последний разговор с Хира и говорит: «Надо было меня послушать». В последние мгновения он думает о маме Чака и говорит: «Если бы у меня была ее сила, я бы выбрался отсюда живым». Затем он думает о Хира и говорит: «Если бы я был таким же сильным, как Хира». Наконец он думает о улыбающемся Чаке Боке и говорит: «Может, тогда я смог бы защитить Чака Бока». Он стоит посреди монстров и говорит: «Но этого не случится». Монстры приближаются. Тогда он говорит: «Нет». Директор смотрит вперед, когда один из монстров бросается на него. Гамдал кричит. Тем не менее, еще рано сдаваться. Директор впечатлен, когда Гамдал подбрасывает свой пиджак в воздух. Он сражается с ними и говорит: «Я заберу их с собой». Монстры хватают его, и он кричит: «Убирайтесь с дороги». Но их слишком много, и они валят его на землю. Он лежит на земле, вспоминая свое обещание маме Чак. «Что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой и твоим ребенком. Так ты позволишь мне стать твоим мужем?» спрашивает она, и он соглашается. Гамдал лежит на земле, наконец сдавшись. Монстр тянется к нему, но раздается хлопок. Люди в шоке, когда директор хлопает в ладоши. «Ладно, хватит». Люди оглядываются и говорят, что монстры отступают. «Но почему?» – спрашивает директор. «Это чудо, которое происходит в нашей деревне Надежды. Никто из вас не пострадал благодаря этому чуду». Две женщины смотрят друг на друга и говорят: «Это правда. Он прав, меня не укусили», – продолжает он. «Вы хотите жить в безопасности? Без монстров? У вас может быть светлое будущее вместо пугающего настоящего». Слезы текут по лицу женщины, когда он с улыбкой говорит: «Все, о чем вы мечтали, возможно в деревне Надежды. Я гарантирую ваше будущее, если вы мне доверитесь». Слезы текут по лицам людей, когда они берутся за руки и говорят: «Я вам верю. Я пойду за тобой до конца. Прости, что сомневалась в тебе. Я отдам все деревне». Гамдал опускается на колени и тяжело дышит. Это был его план с самого начала. Он смотрит на директора и его спутников и говорит: он использовал страх, чтобы завоевать доверие людей, и даже управлял монстрами. Он тяжело дышит и думает:
Что, черт возьми, происходит в этой деревне? Его лицо напрягается, и он продолжает. Я ошибался. Эти люди опасны. Думает мама Хи, глядя на него. Этот здоровяк может пригодиться. История продолжается. Это кабинет врача. Чак Бак и Хира разговаривают, пока она учит Чака Бака делать страшное лицо, когда У вылезает из-под кровати. Он говорит с недовольным видом: «Ты забыл, что у тебя есть сосед снизу? Я совсем не могу уснуть». Он наклоняется к Чаку Баку, когда она говорит: «Тогда спи где-нибудь в другом месте». Чак Бак соглашается: «Да, так и сделаю». Тогда О становится еще более недовольным и кричит: «Почему я должен уходить со своего места? Просто веди себя потише, чтобы я мог уснуть». Все еще злится. Он продолжает: «Я разрешил тебе спать в моей кровати, потому что я ею не пользуюсь, но я начинаю жалеть, что разрешил тебе спать здесь». Он смотрит на нее, когда она угрожающе смотрит на него сверху вниз. О тут же прячется обратно, когда говорит: «В любом случае, спокойной ночи». Он смотрит на Чака Бака, когда она говорит: «Вот видишь, как это делается». Чак Бак взволнованно отвечает: «У тебя действительно страшное лицо». Она отвечает, держа его за лицо: «Ты тоже так можешь». Чак Бак взволнованно говорит: «Правда?» Он хватает ее за лицо и говорит: «Конечно, ты можешь, потому что ты моя дочь». На ее лице появляется удивленное выражение, когда он спрашивает, что случилось. Она отвечает: «Ничего, я просто думала о маме». Интересно, что она сейчас делает. Чак Бак: «Мама дома». Она проверяет замок на двери, говоря себе: «Ладно, я готова. Племя каннибалов точно придет за мной». Она чувствует, как щупальце отца проникает в нее. Оно использует щупальца в моем теле, чтобы найти меня. Она вспоминает свою схватку с отцом, когда он просил ее вернуть его тело. Она говорит, вспоминая, как превратилась в монстра, о своем теле и прошлом. Почему я об этом забыла? Она стоит и думает, кем я стала, и это, наверное, результат того, что произошло в тот день. Если подумать, я не помню, какой была раньше. Неужели я потеряла память, когда превратилась? Она растеряна и спрашивает себя, кто я теперь. В этот момент из-под двери выползает монстр, и ее глаза расширяются от ужаса. Монстр нападает, а она уворачивается. Она смотрит на монстра, а потом прыгает прямо на него. Она перерезает ему горло и оглядывается, думая, неужели это тот волосатый монстр, которого я видела в подземелье. Она вспоминает его и говорит, откуда он узнал, что я здесь. Монстр истекает кровью, а она думает, я даже не почувствовала его присутствие. В этот момент сзади раздается голос, и она оборачивается. Ее глаза расширяются от удивления. Монстр ожил. Он улыбается и говорит: «Я знал, где ты была, но я немного разочарован». Его голова широко раскрывается, и он говорит, жестоко напоминать мне о том, что я был волосатым монстром. Он улыбается и продолжает: «Я правда хотел с тобой поговорить». Внезапно он замолкает на полуслове, когда Чак Бок Мам перерезает ему горло и валит на землю. Кровь брызжет на стену, и она думает: «Ты что, прочитала мои мысли?» Монстр отвечает: «Да». Она мысленно кричит и направляет на него щупальца: «Заткнись. Ты из племени каннибалов?» Монстр спокойно лежит на земле, а Чак Бок Мам продолжает: «Ты привел с собой монстра щупальца». Она держит его на мушке, пока говорит: «Или ты привела с собой кого-то еще? Отвечай мне». Монстр говорит спокойно: «Это все, что ты можешь мне предложить». Внезапно мама широко распахивает глаза. Она спрыгивает с монстра, уклоняясь от его атаки. Она стонет, когда монстр снова нападает. Она уклоняется, отпрыгивая в сторону. Она выбрасывает вперед щупальца, которые ударяют монстра, и говорит: «Попался». Теперь он не может двигаться. Тогда монстр говорит: «Ты правда думаешь, что это сработало?» Она в шоке, а монстр продолжает: «Ты ничего обо мне не знаешь, но я знаю о тебе все. Я знаю тебя вдоль и поперек». Он продолжает: «Я знаю, что у тебя очаровательный муж и милая дочка. Я также знаю, что твоя семья отправилась в деревню с женщиной-топором, и, конечно, что за тобой охотится племя каннибалов». Мама смотрит на него и говорит: «Что ты пытаешься сделать? Если ты не из племени каннибалов, то кто ты?» Монстр спрашивает меня. Его тело начинает меняться. Внезапно он бросается на нее и говорит: «Я скажу тебе, кто я». Он оказывается с ней лицом к лицу, и мама Чака Бака смотрит ему в глаза, и они такие же, как у нее. История возвращается в прошлое. Гамдал сидит рядом с ней, пока она держит на руках Чака Бака. Тогда она говорит: «Кто-то наблюдает за мной». Я огляделась, чтобы посмотреть, есть ли кто-нибудь рядом, но никого не увидела. Она идет с Гамдалом и думает: «Я думала, что просто волнуюсь, потому что устала, но я была слишком наивна». Она вспоминает разные моменты, произошедшие в тот день и накануне. Сцена возвращается в настоящее. Она думает про себя, что ледяной взгляд, который она чувствовала все время, пока сражалась с монстром, был предсмертным. Она снова сбивает его с ног, и монстр снова рычит. Он бросается на нее, и она заканчивает предложение: «Это был монстр». Монстр снова сбивает маму Чекбокс с ног. Она стонет, когда он снова хватает ее. Он снова сбивает ее с ног, но смотрит вперед, его рука отрублена. Мама Чекбокс перепрыгивает через него и пинает его, пока он падает на землю. Она отпрыгивает назад и думает про себя: раз он упал отсюда, значит, он, наверное, умер. В этот момент она напрягается, понимая, что сказала это слишком быстро. Монстр полностью покрыт волосатым экзоскелетом. Она смотрит на него и думает: вот же заноза в заднице. Она медленно подходит к нему и думает:
Я пыталась парализовать его, отравить и даже отрубить ему руку, но ничего не помогает. Из чего он сделан? Она тяжело дышит, продолжая думать. Должен быть способ. В этот момент монстр говорит: не обманывай себя. Ты уже сделала все, что могла, верно? У тебя ничего не осталось. Разве я тебе не говорил? Я знаю о тебе все. Мама Чекбокс замирает, когда монстр делает шаг вперед и говорит: я даже чувствую твои эмоции прямо сейчас. Ты хочешь, чтобы я сказал это за тебя? Он смотрит на нее сверху вниз и говорит: ты боишься меня? Она делает шаг назад и тут же бросается бежать. Она бежит и думает: я чувствую это всем своим нутром. Этот монстр сейчас опасен. Внезапно волосы монстра пронзают ее. Она оглядывается, а монстр говорит: куда ты идешь? Посмотри на меня, трусиха. Он бросается на нее с криком: ты больше не можешь отрицать мое существование. Он притягивает ее к себе и кричит: посмотри правде в глаза, я — это ты. Он говорит это с гневом: ты мне противна, я разорву тебя на части. Мама Чака стонет, думая про себя: нет, меня не может убить то, чего я даже не знаю. Он отрывает от нее куски плоти, а она думает: меня ждет семья. Я должна защитить Гомдала Чака Бока. Она лежит на земле, а ее тело разбросано по сторонам. Она кашляет и тяжело дышит, а монстр говорит: зачем ты изливаешь душу этим обманщикам? Посмотри на меня. Просто посмотри на меня. Волосы развиваются вокруг нее, когда она говорит: хватит отрицать, кто я такая. Она тянется к ней, а она думает: так вот как заканчивается моя жизнь. Она вспоминает свою семью, когда говорит: но я обещала им. Она вспоминает, как Гамдал поцеловал ее в лоб, когда говорит: прости, Гамдал. Она вспоминает, как Чакбок улыбался, когда говорит: прости, Чакбок. Она снова извиняется, медленно исчезая. И тут она вспоминает, как держит что-то в руке и кричит. Это что-то покрыто шерстью. Она держит это в руках и кричит. Внезапно ее глаза открываются. Она лежит на полу, вся в поту. Она думает: это был сон? Это был ужасный кошмар. Что это за головная боль? Она встает, продолжая думать: как я могла это забыть? И тут сзади раздается голос: ты в порядке? Она оборачивается и видит, что Дайен стоит рядом с ее братьями и сестрами и говорит: ты выглядишь уставшей, сестренка, тебе нужна помощь. В этот момент в комнату входит огромный монстр и говорит: это слишком мелко. История продолжается, и Дайен бьет Чакбок Мома по лицу. Дайен смотрит на свою руку и видит, что она порезана. Она приходит в ярость, когда ее сестра держит Чакбок Мома, а она начинает пинать его, крича: ай, я порезала руку, а твои дурацкие зубы. Один из ее братьев, Ирин, говорит: хватит, Дайен, пойдем. Она отвечает: подожди минутку, Ирин. Огромный монстр смотрит, как Дайен мучает Чакбок Мома и говорит: это должно быть больно. Монстр рядом с ней отвечает: Дон Гау, ты еще много чего увидишь. Когда ты к этому привыкнешь? Ги Чул, монстр, который держит Чакбок Мома, говорит, задумчиво подперев подбородок: какой позор. Она идеально подходит под мой тип. Тогда Дайен говорит с раздраженным лицом: тебе нравятся уродины? Она уродлива и даже родила ребенка. Ли Чул, все еще размышляя, заставляет ее заговорить снова: она правда в твоем вкусе, Ли Чул? Он поднимает большой палец и говорит: даже лучше. Она отвечает: ты сумасшедший. Воспользовавшись моментом, Чакбок Мом вырывается и бьет Ги Чула между ног. Он стонет от боли, а Дайен нападает на нее, крича: как ты посмела. Она пинает Дайен, и та отлетает к стене. Ючул и Дайен падают на пол, а Чакбок Мом убегает. Эрин стоит рядом и говорит: ого, смотри, какая она быстрая. Дайен встает и кричит на нее: чего ты ждешь, Ирин? Почему ты ее отпустила? Она спокойно отвечает: все в порядке, не нужно спешить. Облизывая губы, она продолжает: куда бы она ни пошла, она никогда не сможет от нас убежать. Щупальце двигается внутри груди Чекбокс мамы, пока она убегает. Сцена переносится на улицы города. Дайен смеется: это лучшее, что ты можешь сделать. Она бегает между монстрами. Она продолжает, улыбаясь: давай, беги еще. Мы все равно тебя найдем. Чекбокс мама смотрит ей вслед, пока Дайен продолжает говорить: тебе никогда от нас не убежать с этим щупальцем в теле. Щупальце двигается внутри нее, пока Дайен продолжает говорить: не пытайся от него избавиться. Это невозможно, потому что оно очень быстрое и маленькое. Чекбокс мама окружена монстрами. В этот момент Дайен нападает на нее сзади. Она кричит: хватит тратить наше время, иди с нами. Она пронзает ее когтями. Кровь брызжет во все стороны, когда она говорит: игра в прятки окончена. Пойдем. В этот момент монстр оборачивается, и это не Чекбокс мама. У монстра в щеке щупальца отца. Дайен в шоке. Что? Кто ты? В этот момент Чекбокс мама появляется сзади и наносит удар Дайен. Ее взгляд устремляется в сторону. Она тут же пригибается, когда Гичул нападает на нее. Она наносит удар ему в грудь, когда он обхватывает ее рукой. В этот момент она смотрит в сторону, когда Дон Гао отбрасывает ее на несколько метров. Она поднимается и думает: двое уже есть, остался еще один. Вот когда я говорю: Рин, это я и ты, придурок. Она в шоке смотрит на нас. Дайен и Гичель поддерживают Рин. Дайен говорит: ты что, обманул меня, подсунув подделку? И где ты взял новую одежду? Говорит Рин. Успокойся.
Успокойся. Твои раны нужно залечить. Мама Чака в шоке, наблюдая, как они заживают. Раны, которые я нанес, быстро затягиваются. Она смотрит на них, когда Дайен говорит: «Эй, а где твоя семья?» Она продолжает: «Я очень старалась их найти, но их нигде не было. Куда они ушли без тебя?» Мама Чака молчит, когда Дайен широко улыбается и говорит: «Ну да, конечно. Они в деревне Надежды». Внезапно мама Чака приходит в ярость и бросается на нее. И тут Джи Чул бьет ее своей рукой копьем и говорит: «Ни за что». Она кашляет кровью и отлетает на несколько метров. Она приходит в себя и атакует их щупальцами, крича: «Не трогайте мою семью». Ичхоль вытягивает руки вперед и говорит: «Ладно, хватит». Они обхватывают ее щупальцами, пока она не оказывается полностью связана. Дайен широко улыбается и говорит: «Я же говорил, тебе от нас не сбежать». Безмозглые монстры окружают маму Чака, а Дайен продолжает: «Ты не ожидала такого, правда? Скажи спасибо, что это особое событие было запланировано только для тебя». Все больше и больше монстров окружают ее, а она говорит: «Мы все ждали, когда вы придете». Мама Чака полностью в ловушке, а Дайен говорит: «Запомни мои слова. Тебе от нас не сбежать». Она стоит с улыбкой и говорит: «Я хотела пойти по главной дороге, но похоже уже слишком поздно. Я разорву тебя на куски, прежде чем мы уйдем». Монстры впиваются в ее плоть. Дайен смеется, позирует для фото и говорит: «Мне нравится твое лицо. Наконец-то у меня получилось сделать хороший снимок. Теперь мы квиты». Кто-то подходит к ним, и Дайен продолжает: «Я могу спасти твою жизнь, когда мой отец закончит с тобой. В качестве особого подарка я оставлю тебя себе в качестве питомца». Внимание Ли Чуля переключается на что-то справа. Он в ужасе, когда Дайен тоже поворачивается направо, и что-то большое отбрасывает ее на несколько метров. Все в шоке смотрят вверх, когда монстры с мертвыми мозгами убегают. Белые волосы развиваются на ветру, Чак Бок Момо сглатывает. Это повелительница подземелья. Она стоит рядом со своим ребенком. Урин говорит, отступая назад: «Я не понимаю, мы проверили все возможные опасности здесь». Она напугана. Это не может быть совпадением. Повелительница подземелья протягивает к ней руку. Почему повелительница подземелья здесь? Чак Бок Момо смотрит вперед и думает, почему она вдруг вышла из подземелья. Она прижимает руку к кровоточащей ране. Это плохо, у меня уже есть задание. Она смотрит на повелительницу подземелья, которая смотрит на нее в ответ. Диол в ужасе оглядывается на Ини и спрашивает: «Что нам делать? Эта тварь преграждает нам путь». Все монстры дрожат, и он говорит: «Скажи нам, что делать». Инь тоже напугана. Но потом она наконец говорит: «Не паникуйте. Мы здесь не для того, чтобы сражаться с хозяйкой подземелья». Маленькие монстры смотрят на нее, пока она продолжает: «Наша цель — та штука, в которой находится тело нашего отца». Все смотрят на маму Чака, когда Айрин говорит: «Все, что нам нужно сделать, это поймать ее и выбраться отсюда». Она указывает на маму Чака и кричит: «Это то, что мы должны сделать всей семьей. Схватите ее прямо сейчас». Монстры бросаются к ней и кричат: «Она права. Это все ради нашего отца. Я хочу, чтобы отец меня признал. Отойдите, я поймаю ее первой». Мама Чака оборачивается и говорит: «Черт». В этот момент сын хозяйки подземелья смотрит на свою мать и говорит: «Мам, давай поиграем». Она понимает, что он хотел сказать, и смотрит вперед. Она облизывает губы, когда из ее тела вырастают огромные руки. Они бросаются к маме Чака. Она вспоминает свою семью и думает: «Я не могу позволить им поймать меня здесь». Она стискивает зубы и атакует монстров. В этот момент рука хозяйки подземелья хватает ее и убивает всех монстров. Монстры в страхе отступают, говоря: «Мы не сможем победить. Это слишком». Инь указывает вперед и говорит: «Ты это видел?» Джи Чуль отвечает: «Это совпадение, что она напала только на нашу семью, а не на ту штуку». В этот момент она испуганно отвечает: «Это не грёбаное совпадение». Мама Чака оборачивается, и хозяйка подземелья улыбается ей. Из тела Джи Чуля и Донг Гэу вылезают когти, и они готовятся к атаке. Донг Гэу топает ногой по земле и говорит: «Пойдем и поймаем ее». Они бросаются вперед, когда я кричу: «Идите и схватите ее прямо сейчас». Монстры разбегаются от хозяйки подземелья, а Донг Гэу говорит: «Я не могу разглядеть ее как следует». Хичул бежит впереди и кричит: «Что за беспорядок? Где она?» Хичул оглядывается и говорит: «Я уверен, что она где-то здесь». И тут Чак Бок Момо отрубает ему голову. Она стоит перед ним, а его тело падает. Донг Гэу смотрит на нее, и его охватывает ярость. Он нападает на нее со всей силы, но она уворачивается, и он только разбивает землю. Она исчезает, а он оглядывается и кричит: «Покажись». Руки хозяйки подземелья сжимают стадо монстров, а Донг Гэу думает: «Я ничего не вижу из-за нашей семьи. Я могу навредить им, если буду нападать без разбору». Хозяйка подземелья продолжает давить монстров. Донг Гэу оглядывается. Где она, черт возьми? Чак Бок Момо стоит позади него, и Херин кричит Донг Гэу сзади. Но уже слишком поздно, и Чак Бок Момо рассекает ему спину. Он стонет от боли. «Спина, мне больно. Такое чувство, что я таю, но...» Он резко оборачивается, чтобы напасть на нее. Он кричит: «Попалась маленькая дрянь». Но он слишком медлителен, и она пронзает его своим некротическим щупальцем. Позже Дайен просыпается и стонет: «Я чувствую слабость». Что случилось? Она поднимает голову и видит Чак Бок Момо,
хозяйку подземелья и ее ребенка. Страх охватывает ее, она оглядывается и восклицает, что происходит. «Где моя семья?» Она смотрит на груды тел вокруг себя. Все мертвы, и она говорит: «Не может быть». Чак-бокс мама хватается за голову и, указывая когтями на Дэйен, говорит: «Рассказывай все, что знаешь». Дэйен отвечает: «Ты ничего от меня не получишь». Она продолжает злиться и говорит: «Ты хочешь умереть?» Дэйен в отчаянии отвечает: «Подожди, давай договоримся». Но Чак-бокс маму не интересуют сделки. Она говорит: «Тогда будет немного больно». И только после этого Дэйен наконец сдается. Она говорит дрожащим голосом: «Деревня Надежды – это наше второе убежище. Мы видели там твою семью». Чак-бокс мама в шоке смотрит на нее. История продолжается, и мы переносимся в деревню Надежды. Гамдал входит в деревню вместе с остальными жителями. Жители деревни разговаривают друг с другом, отдыхая. Гамдал думает: это так странно. Он вспоминает свой опыт и то, как монстры подчиняются главному. Он думает, монстра контролирует главный. Затем он вспоминает монстра, который мог говорить, и продолжает: они тоже умеют говорить. Он хватается за голову и думает: даже если я расскажу все это Хире, что мы можем сделать дальше? Мы даже не знаем, чем болеет Чак-бокс. В этот момент мимо него проходит мать Ян Хи и говорит: «Эй, увидимся в больнице». Он смотрит на нее, и она улыбается. Открывается кабинет врача, и мать Ян Хи входит в комнату. Гамдал и Хира сидят на своих местах. Хира говорит, глядя на нее: «Присаживайся». Она представляется: «Я юная Джули, мама Ян Хи». Они много слышали о ней от Хиры. Гамдал отвечает: «Понятно». Он пожимает ей руку. Она протягивает руку, чтобы поздороваться с Хира, но просто смотрит на него с недовольным выражением лица. Юнг Джу с улыбкой говорит: «Как ты гостеприимна». Затем она поворачивается к Гамдалу и говорит: «Сегодня ты стал свидетелем чуда. Что ты думаешь?» Гамдал смущается и говорит: «Сегодня произошло чудо». Затем она продолжает: «Да, такое не каждый день увидишь, правда?» Тогда она замолкает, а потом говорит: «Ты веришь в чудо?» Гамдал вспоминает свою битву с монстрами и говорит: «Я понятия не имею, почему ты задаешь мне этот вопрос». Затем он смотрит на нее и говорит: «Но я не хочу верить в чудо, которое может однажды поставить мою жизнь под угрозу». Юнг Джу замолкает, а потом говорит: «О». Тогда она смеется, а Гамдал выглядит недовольным. Юнг Джу продолжает с улыбкой: «Я так рада, что ты не веришь в это дурацкое чудо. У меня действительно хорошо получается понимать людей». Он смущается, когда она говорит: «Я волновалась, что ты можешь удивиться этой старой развалине». Он отвечает: «Да». Она продолжает громко с улыбкой: «Ты не представляешь, как я рада наконец-то встретить людей, которые меня понимают». Тогда он перебивает ее: «Заткнись. Ты ее разбудишь». Дамдал смотрит на Юнг Джу и говорит: «Расскажи нам все, что знаешь. Чем на самом деле занимается директор?» Юнг Джу хватается за голову и вздыхает: «Разве это не очевидно?» Она продолжает, вспоминая выходки директора. С улыбкой на лице он собирает людей, чтобы скормить их монстрам или превратить в монстров. Она смотрит на него пронзительным взглядом, пока говорит: «Он старый кровожадный человек, который создал племя каннибалов». Гамдал в полном шоке. Он спрашивает: «Что?» Хера тоже в шоке. Гамдал поворачивается к Янг Джу и говорит: «Погоди, так ты говоришь, что это племя каннибалов управляет этим местом?» Спокойно отвечает она: «Да, это место выглядело как обычная деревня, но теперь оно больше похоже на фабрику монстров». Хера вдруг говорит: «Здесь определенно пахнет рыбой». Она смотрит на Янг Джу и говорит: «Как ты можешь делиться такими секретами с людьми, которых встретила сегодня? Это правда?» Янг Джу смотрит прямо на нее и говорит: «Я расскажу тебе все, что знаю, если хочешь». Хера отвечает: «Нет, хватит, мы уезжаем завтра». Янг Джу спрашивает с обеспокоенным видом: «Завтра?» Гамдал обеспокоенно говорит: «Погоди, а как же лечение Чака?» Она отвечает: «Как мы можем здесь оставаться? У нас уже проблемы даже до начала лечения». Он пытается возразить, но... Тогда Хера говорит: «Не волнуйся, когда мы уедем, мы можем взять с собой доктора. Он будет ценным заложником. Мы также можем взять кое-какие лекарства для лечения». Хера поворачивается к Янг Джу, которая смотрит на нее кровожадным взглядом, и говорит: «И мы должны убить эту женщину». Янг Джу испуганно сглатывает, когда Гамдал говорит: «Опомнись, Хера. Как ты можешь говорить такое, будучи матерью?» Доктор выглядывает из-под кровати и говорит: «Следи за языком, даже когда она спит». Гамдал в шоке и говорит: «Боже мой. О, пока Чак спит, я предпочитаю это место с электрическими генераторами и медицинским оборудованием. Ты правда думаешь, что ее можно вылечить дома? Даже врачу было бы трудно». Юнджу тоже присоединяется к разговору: «Ты слышала? Не предпринимай никаких решительных действий. Если что-то пойдет не так, это только усугубит положение твоей дочери». Она смотрит на Хера и продолжает: «При таком раскладе она не сможет вовремя получить необходимое лечение, и ее состояние ухудшится. В конце концов, она превратится в милого монстра». Хера в ярости хватает Юнджу за горло. О кричит на нее: «Убери от нее руки. Как ты могла так поступить с Юнджу?» Гандал тоже кричит: «Прекрати, Хера».
Она говорит сердито: «Как ты узнала?» Только врач знал об этом. Она поворачивается к О и спрашивает: «Ты рассказал ей наш секрет за нашей спиной?» О кричит на нее: «Хера, не волнуйся, мы можем доверять Юнджу». Она отвечает: «Заткнись. Однажды она доставит нам неприятности. Нам нужно убить ее сейчас». Она начинает душить Юнджу. Та говорит: «Ты знаешь, что директор уже в курсе?» Хера в замешательстве. Что? Юнджу продолжает: «Директор опасный человек, и он охотится за твоей дочерью. Даже если тебе удастся сбежать, монстры тебя не отпустят». Юнджу кричит изо всех сил: «Мы дадим тебе лечение, еду, все, что захочешь. Просто помоги нам убить этого старика». Она вспоминает свою дочь и говорит: «Пожалуйста, помоги мне спасти мою дочь». О и Гандал молчат. Хера смотрит на Янджу, а та смотрит на нее. Наконец она вздыхает и отпускает ее, и Янджу падает на колени. Хера говорит: «Ладно, переговоры окончены, но ты должна сдержать свое слово». Янджу кашляет, а затем отвечает: «Не волнуйся, я сдержу». Хера протягивает руку Янджу, которая секунду смотрит на нее, а затем улыбается и тоже протягивает руку. Чак Бак лежит на кровати, слушая все это. Затем сцена переносится в другое место. Янджу курит, когда вдруг кашляет. Она встает вместе с О и говорит: «Боже, у меня все еще болит шея». О отвечает, держа леденец: «Это было жестко, но тебе повезло. Могло быть и хуже». Они оба стоят под ночным небом, и Янджу говорит: «Мы заключили сделку, так что я могу с этим смириться». О отвечает: «Пожалуйста, сделай все правильно, если хочешь сохранить ту руку, что у тебя осталась». Она раздражается и отвечает: «Следи за своим языком, Джингоу». Он продолжает: «Ты знаешь, я говорю это, потому что беспокоюсь». Она смеется и говорит: «Неужели?» Он опускает взгляд и спрашивает: «Ты правда ни о чем не жалеешь?» Он продолжает: «Мы готовы, но нам противостоит племя каннибалов. Мы сильно рискуем. Ты уверена, что не пожалеешь, если ничего не получится?» Она спокойно курит, а он говорит: «Как я могу вылечить ее, если понятия не имею, что вызывает ее симптомы?» Он делает короткую паузу и говорит: «Но благодаря тебе мне придется потрудиться». Вот тогда она смеется и шлепает его по животу, заставляя выплюнуть леденец. Она говорит: «Зачем ты это сказал? Я знаю все твои секреты. Это твоя особенность. Я знаю, что ты можешь это сделать». Он наклоняется и смотрит на нее, а она продолжает: «Ради всего святого, скажи мне, зачем ты это сделал?» Он смотрит на нее, а она говорит: «Я не жалею об этом, потому что должна сделать это ради будущего своей дочери». Она улыбается и говорит: «Я уверена, что ее отец поступил бы так же. Это единственный способ, которым я могу искупить свою вину». Сцена переносится на 3 года назад. Джун Рейтс, моя семья и я рисковали своими жизнями, чтобы добыть еду и не попасться монстрам по пути в деревню, которую упомянул мой муж под названием Надежда. Ее маленькая дочь сидит на спине отца и говорит: «Папа, я хочу пить и есть». Отец отвечает: «Потерпи, милая, мы скоро придем». Смотри, мама тоже старается изо всех сил. Джун идет впереди с сумкой на спине и что-то бормочет себе под нос. Муж окликает ее: «Милая, я не расслышал, что ты сказала». Она бормочет: «Хватит», потому что во рту пересохло, а лицо покрыто потом. Она бормочет: «Я больше не хочу этого делать. Мне стыдно, но я хотела покончить с собой, и даже моя дочь страдала, чтобы выжить. Но даже в такой ситуации единственное, что помогло мне собраться с силами, это мой муж Минсу». Минсу широко улыбается и говорит: «Наконец-то мы добрались». Они стоят у ворот деревни Надежда. Он говорит, тяжело дыша: «Мы всех удивим». Янджу думает про себя: «Я последовала за мужем сюда. Но я не знаю, хорошее ли это место для жизни. Но я слишком устала, чтобы думать об этом». Она падает на землю. В этот момент директор говорит: «Я понимаю, как трудно было сюда добраться. Те, кто, несмотря на трудности и несчастье, добрался сюда, заслуживают хорошей награды». Она поднимает голову, когда все люди встают перед ними, и директор говорит: «Добро пожаловать в деревню Надежды». Янджу рассказывает: «Это было похоже на сон». Директор говорит: «Молодцы вы все». Кто-то из толпы говорит: «Этот ребенок выглядит больным. Скорее отведите ее внутрь». Янджу думает о внешнем мире и деревне, когда рассказывает: «В отличие от ада снаружи, в деревне было тепло, как и до апокалипсиса». Слезы текут по ее грубой коже, когда Янджу продолжает: «Я отбросила свои тревоги и почувствовала облегчение». Она плачет и говорит: «Милый». Минсу стоит среди людей и оглядывается на нее: «Мы справились. Пришло время снова жить счастливо». Она вытирает слезы и говорит: «Хорошо». Янджу рассказывает: «Моя семья вернулась к счастливой повседневной жизни, когда поселилась в деревне Надежды». Янхи бегает с друзьями, а Янджу продолжает: «Янхи, которая была слабой, выросла здоровой и сильной, чтобы играть с друзьями. А мой муж стал заместителем директора, потому что помогал деревне процветать». Минсу стоит с другими жителями, которые хвалят его: «Это мой муж. Он умеет читать карту». Она с улыбкой отвечает: «Пойдем. Я знаю дорогу, потому что уже была там». Юнджу продолжает рассказывать, пока ведет жителей деревни:
благодаря моей семье и жителям деревни я смогла исцелить их. Минсу замечает ее сзади, пока она продолжает рассказывать, и я взяла на себя обязанность присматривать за новыми жителями деревни. В этот момент Минсу хватает ее сзади и говорит: «Что ты задумала, любовь моя?» Он поднимает ее на руки, пока она говорит: «Что ты делаешь, Минсу?» Минсу обнимает ее и говорит: «Что?» И просто обнимает свою жену. Она хихикает и говорит: «На нас все смотрят. Ну же». Он смеется и отвечает: «Я знаю, что тебе это нравится». Новичок смотрит на них с раздраженным выражением лица. Юнджу продолжает рассказывать, но решающим фактором, который изменил мое мнение, было: сцена переключается на ритуал чуда. Директор стоит на ладони монстра и говорит всем: «Не бойтесь, все». Затем Су и Юнджу надевают плащи, пока директор продолжает говорить: «Если мы развеем все сомнения и по-настоящему объединимся как семья, я гарантирую вам вечное спокойствие». Он поднимает руки и кричит, защищая нашу семью. Все аплодируют и скандируют: «Я верю в тебя, директор». Юнджу тоже аплодирует в толпе: «Я верю в тебя». Юнджу продолжает рассказывать. Чудо, которое он нам показал, было похоже на единственный дом, который мог защитить мою семью. Так я тогда думала. Сцена переключается на более поздний момент. Юнджу сидит со своей дочерью и говорит: «Мам». Юнджу отвечает: «Да, что такое?» Юнхи спрашивает: «Ты сегодня видела Янджуна?» Она отвечает: «Я слышала, что его семья уехала из деревни прошлой ночью». Тогда Юнхи спрашивает: «Кто тебе это сказал?» Она отвечает: «Директор школы сказал мне». Она грустит и говорит: «Почему он хотя бы не попрощался со мной?» Выражение лица Янджу меняется, и она думает: если подумать, прошло уже 8 месяцев с тех пор, как мы приехали сюда, и из деревни уезжает больше людей, чем ожидалось. Она замолкает и думает: но почему они уезжают из этого прекрасного места? В этот момент запыхавшийся Минсу открывает дверь и говорит: «Милая, мы можем поговорить?» Сцена переносится на улицу. Они стоят снаружи, и Янджу спрашивает: «Что ты имеешь в виду?» Минсу берет ее за плечи и говорит: «Я говорю тебе, это опасное место. Мы должны уехать отсюда». Она растерянно спрашивает: «Но почему? Это так неожиданно». Он крепко обнимает ее и говорит: «Я видел монстров и трупы жителей деревни, которые уехали из деревни, в подвале». Все еще растерянная, она говорит: «Трупы в подвале». Он встряхивает ее и кричит: «Мы должны собрать вещи и уехать отсюда сейчас, или мы можем стать следующими. Поторопись». Тогда она говорит: «Нет». Мин Су в шоке и спрашивает: «Что?» Янджу хмурится и говорит: «Ты меня не слышал?» Я сказала: «Нет». Он все еще в шоке и спрашивает: «Но почему?» Она отвечает: «Допустим, мы уедем отсюда, но что потом? У тебя есть какие-нибудь планы?» Он молчит, а она продолжает: «А как же мы с Янхи? Я не хочу снова рисковать нашими жизнями». Она отталкивает его руку и говорит: «Если мне придется пройти через ад, куда бы я ни пошла, я лучше останусь здесь». Она поворачивается к нему спиной и говорит: «Я обо всем позабочусь, так что сиди спокойно». Он потрясен и может только сказать: «Милая». Она уходит, говоря: «Это тот покой, который я наконец обрела. Я больше никогда не вернусь в тот ад. В этой деревне не должно быть секретов». Точно. Юнджу стоит перед директором и объясняет все. Она думает про себя: директор может решить эту проблему. Директор говорит: «Спасибо, Юнджу. Я знаю, что тебе было нелегко, и я ценю, что ты сказала мне правду. Пожалуйста, подожди, пока я не поговорю с завучем». Она плачет и говорит: «Спасибо, директор. Я никогда не забуду вашу доброту». «Спасибо». Юнджу рассказывает. Если бы я не рассказала директору, сцена переключается на нее, и по ее лицу текут слезы. Она говорит: «Нет, этого не может быть». Она стоит на коленях, и у нее оторвана рука. Янджу продолжает: «Тогда все бы закончилось иначе, верно?» Сцена возвращается назад, и Янджу продолжает: «Когда все пошло не так, я думала, мы будем счастливы здесь». Она стоит с мужем и инструктором и продолжает: «Может, это было тогда, когда я спустилась в подвал?» Сцена меняется, и они с мужем окружены монстрами. Она продолжает: «Может, мне стоило убежать, когда я увидела монстра?» Янджу стоит рядом с мужем и говорит что-то невнятное от страха. Она рассказывает: «Или это потому, что мне не хватало веры в директора?» Она рассказывает, почему. Когда директор и преподаватель стоят перед ней. Директор лукаво улыбается и щелкает пальцем. Именно в этот момент монстр разрывает руку Янджу на части. Она в шоке, когда другой монстр вонзает нож в Минсу. Она оглядывается назад с широко раскрытыми глазами. Она рассказывает, почему. Пока монстры вгрызаются в ее руку, наслаждаясь каждым укусом. Кровь брызжет из ее руки, когда она садится на колени. Слезы текут по ее лицу, когда она говорит Минсу. Он стонет, лежа на земле, а из его спины хлещет кровь. Она кричит Минсу: «У тебя идет кровь. Пожалуйста, останься со мной, Минсу». Она обнимает его, когда он стонет: «Милый». Янджу хватается за голову, слезы текут по ее лицу, и она говорит: «Почему это происходит с нами? Я просто хотел, чтобы мы были счастливы. Но как же все так получилось?» Именно в этот момент директор школы говорит: «Янджу, ты знаешь природу кукушки». Тело Янджу начинает дрожать, но затем это прекращается. Она оборачивается и говорит: «Мне очень жаль». Сцена заканчивается на птичке в гнезде, а директор продолжает. Кукушки откладывают яйца в гнезда других птиц. После того, как птица-мать откладывает яйцо и улетает, владелец гнезда поднимает это яйцо. «А знаешь ли ты, что делает птенец после того, как вылупится?» «Яйцо падает, разбиваясь о землю», продолжает он. «Оно выталкивает яйца хозяина из гнезда
гнезда и захватывает все гнездо целиком. Птенец кукушки начинает чирикать, когда к нему подходит его приемная мать. Директор продолжает говорить, приемная мать-птица, которая ничего не подозревает, растит птенца с любовью. Даже когда птенец вырастает, он все равно получает еду от приемной матери. Как говорит директор, взрослая кукушка питается от своей маленькой приемной матери и так живет, пока не улетит из гнезда. Это одна из причин, почему мне не нравятся кукушки. Ты понимаешь? Испуганный и дрожащий Ян Чжу оглядывается, когда директор говорит: «Я вырастил тебя со всей своей верой, потому что считал тебя своей семьей, но ты ведешь себя как кукушка». Он смотрит на нее сверху вниз, вены на его лице вздуваются от гнева, и он кричит: «Крысы, которые предали нашу веру. Вам больше нет места в нашей деревне». Слезы текут по ее лицу, сердце бешено колотится. Она падает на колени и умоляет: «Простите меня. Этого больше не повторится. Это я виновата, что не смогла убедить мужа». Она продолжает умолять: «Я сделаю все, что вы скажете, буду вашей служанкой или рабыней. Все, что угодно. Я сделаю все для вас, господин директор». Мин Су лежит перед ней, цепляясь за жизнь, и говорит: «Пожалуйста, спасите моего мужа». Она повторяет: «Пожалуйста, пожалуйста». Господин директор, в этот момент инструктор бьет ее по лицу и кричит: «Заткнись, сука». Он начинает избивать ее. Он говорит, обращаясь к чудовищу: «Как ты можешь просить о доверии, если ты однажды предала нас?» Мин Су ползет к своей жене, а инструктор продолжает: «Вы неблагодарные крысы. Мы дали вам счастливую жизнь». Тогда директор говорит: «Хватит, инструктор Клюв». Инструктор разочарованно вздыхает и поворачивается к ним. На его лице появляется зловещая улыбка, когда он говорит: «Да, сэр». Директор школы говорит, обращаясь к ней: «Юная Джу, твое признание помогло нам разобраться с этой проблемой. Поэтому я хочу дать тебе последний шанс». Он бросает нож рядом с ней, смотрит на нее и говорит: «Убей эту птицу-кукушку. Тогда я снова поверю тебе как члену моей семьи». Ее глаза закрываются от боли. Слезы текут по ее лицу, когда она умоляет: «Мистер директор», но это он прерывает ее на полуслове: «Если это твой ответ, то я ничего не могу поделать. Мы позаботимся о юной Джу». Глаза молодой Джу расширяются, когда директор продолжает мучить ее. «Так ты хочешь, чтобы все закончилось именно так?» Чудовища говорят на заднем плане: «Убей его. Ты все равно не сможешь его спасти. Если ты собираешься убить его, отдай мне его руку». Другой монстр смеется и говорит: «Я хочу его кишки». Монстр наблюдает, как Джу держит нож над головой мужа. Она дрожит и произносит его имя: Мин Су. Он смотрит на нее безжизненным взглядом. Она дрожит, когда он говорит: «Милая, все в порядке. Соберись с силами и сделай это. Со мной все хорошо». Он что-то шепчет ей. Тогда она плачет и говорит: «Мин Су, прости меня». Он становится безжизненным, а директор говорит: «Молодец. Я понимаю, как тебе было тяжело, но ты сделала свой выбор». Он хватает ее за плечо, зловеще обнимает сзади и продолжает: «Добро пожаловать, Чон Ху, добро пожаловать домой». Так что же будет дальше? Какие темные тайны все еще скрываются в деревне Надежды? Если вы хотите посмотреть следующую часть, оставьте комментарий под этим видео и поставьте ему 1 миллион лайков. Ваши комментарии откроют следующую главу этой захватывающей истории. Я буду читать все ваши комментарии, вы, ребята, лучшие.